Я бы хотел удостовериться, что вы understand that the website я бы хотел удостовериться, что вы понимаете. this is the website. Что это адрес сайта в интернете. And www.metabolics.ru. And on the website is also the online seminars. И на этом веб-сайте также в режиме онлайн можно просмотреть семинары. There are about 30 or more seminars online. Там выложено около 30 семинаров онлайн. But all those seminars are in English, Но все они на английском языке. except one or two Russian ones. Кроме одного или двух, которые выложены на русском языке. So when this one has been filmed, we will then put this Russian one onto the website. И после того, как будет обработана съемка, скорее всего, этот семинар будет выложен на веб-сайт также. Now, each seminar also has a manual. Каждому семинару также прилагается учебник. So you can download the manual. И вы можете скачать себе учебник. And all the seminars and the manuals are free of charge. И все выложенные семинары и учебники выкладываются бесплатно. Now there are the basic seminars, which is the basic 10 modules in biochemistry. Есть 10 базовых семинаров, которые соответствуют 10 базовым темам биохимии. So module 1 is like a general introduction. Первая тема – общее введение. Module 2 is about the different sensory organs. Тема 2 посвящена различным органам чувствительности. Module 3 is on neurotransmitters, brain chemistry. Тема 3 – химия мозга, нейротрансмиттеры. Module 4 is on hormones. Тема 4 – гормоны. Module 5 is on energy. Тема 5 – энергия. Module 6 is on infectious diseases. Тема 6 посвящена инфекционным заболеваниям. Module 7 is on toxicity. Тема 7 посвящена токсичности. And module 8 is on tissue repair. Тема 8 – тканевой репарации. Module 9 is on the gut. Тема 9 – кишечнику. And module 10 is on the 7 ages of man. А тема 10 – 7 периодов жизни мужчины. Then there are a whole range of different specialty modules. Также там есть целый ряд специализированных тем. Ranging from ear, nose and throat Начиная от темы ухо, горло, нос to genitourinary problems. Many different specialty subjects. до мочеполовых проблем. So this is my email. Вот здесь сверху написан электронный адрес списка. So should you have any inquiries or orders for any products, the best thing to do is to email me direct. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы или вы хотите сделать какие-то заказы, лучше всего написать непосредственно Крису. Because sometimes we have difficulty in understanding exactly what it is that you require. Потому что иногда нам трудно понять, что на самом деле вам необходимо. A lot of people inquire for colored acetates. Большое количество людей запрашивает цветовые ацетаты, цветовые пленки. But they don't specify which acetates. Но они не уточняют, какие им нужны. So it's better to talk to me or email me to make sure we get the correct order. Поэтому лучше поговорить с Крисом или написать ему письмо, для того, чтобы он точно понял, что вам нужно. Okay, so today we're going to be mostly looking at facial asymmetry. Итак, сегодня мы в основном будем заниматься вопросами асимметрии лица. Which is a direct reflection of the emotions within a person. Которые являются прямым отражением эмоций внутри человека.
So before we start, those of you who've got a computer would be wise to switch it on. До того, как мы начнем, те из вас, у кого есть компьютер, пожалуйста, включите его. And you will need to make a new folder. И вам нужно сделать там новую папку. You will need to make a new folder on your desktop. На рабочем столе. And to call this folder DCD. И назвать эту папку DCD. And you can copy then the contents of this memory stick. После чего мы попросим вас скопировать содержимое этой флеш-карты в эту папку. Directly into your folder. Прямо в эту папку. Okay. So, Итак, кто включил компьютер, has пожалуйста. anybody got their computer on? Кто включил компьютер? Directly copy it and send it on. So everybody who's got a computer can take a copy of this. И по мере того, как вы будете ее копировать, And you may copy it also for other people. вы также можете передать эти данные другим присутствующим. So just before we start this, I want to just finish off what we did yesterday. До того, как мы начнем новую тему, хотелось бы закончить те вопросы, которые мы рассматривали вчера. Because that forms the basis of the biochemistry. Потому что это базовые знания по биохимии. So what we've done so far is we challenged left and right brain. Итак, что мы делали? Мы определяли снижение функции левого или правого полушария. We challenged the structure Мы определяли возможные проблемы со структурой, with the cross-extensor reflexes. используя перекрестную реакцию на активацию коленного рефлекса. We've challenged for a scale of homeostasis or balance. Мы определяли показатель по шкале гомеостаза или равновесия. We've challenged the regions of the brain Мы определяли участки гипофункции мозга. using the vials and the therapy localization points. При этом мы использовали нозоды и терапевтическую локализацию. And we looked at our key markers that we used to diagnose what it was that was wrong with the brain chemistry. И мы использовали систему ключевых маркеров, которые позволяли нам понять, в чем причина биохимических нарушений. So on the structural side, we looked at the different regions and introduced about the limbic fixation. На структурном уровне мы учились определять проблему той или иной локализации, включая лимбическую фиксацию, Which was the locking of C7T1 on the first rib. что представляет фиксацию C7T1 и первого ребра. We looked at oxygen or hypoxia. Мы говорили о кислороде и гипоксии. And yesterday we discussed the major nutrients involved with hypoxia. И вчера мы говорили об основных питательных веществах, которые могут в дефиците при гипоксии. And that iron was very important for the red blood cell hemoglobin. Мы говорили о важности железа для эритроцитов и гемоглобина. But probably more important than anything else was the different forms of vitamin B12. Но, скорее всего, наиболее важным был дефицит различных форм витамина В12. Especially with aging patients. Особенно у пациентов в пожилом возрасте. So vitamin B12 deficiency was pretty pandemic with older people. В настоящий момент дефицит витамина В12 – это пандемия среди пожилых людей. We talked about water and the importance of 1 to 2 liters per day. Мы говорили о важности воды и важности потребления воды в количестве 1-2 литров в день. And that the calcium-magnesium ratio should be 2 to 1 or less. А также о том, что соотношение кальций-магний в потребляемой воде должно быть менее 2. We talked about blood glucose and insulin yesterday. Мы говорили об уровне глюкозы в крови и инсулине. And that blood glucose can be too high or too low. И что возможные изменения – это гипергликемия и гипогликемия. And when it's too high, this is usually associated with insulin resistance.
И что когда имеет место повышение уровня глюкозы, это обычно инсулинорезистентность. And when it's too low, it's usually associated with the exhausted adrenal gland. А гипогликемия обычно свидетельствует о снижении и истощении функции надпочечника. We talked a little bit about fatty acids. Мы немного поговорили о жирных кислотах. We've seen that there's two types of fatty acids in the brain, omega-6 and omega-3. Мы говорили о двух преобладающих типах жирных кислот в нервной системе, омега-6 и омега-3. And that DHA is the predominant omega-3 oil in the cortex. А также, что DHA преобладает в коре в качестве омега-3 жирной кислоты. You have a product called lecithin available. Yes. Phosphatidylcholine and phosphatidylserine Фосфатидилхолин и фосфатидилсерин are the predominant phospholipids in the brain. это преобладающие фосфолипиды в головном мозге. And these can be composed of both omega-3 and omega-6 oils. И хорошо сочетать их с употреблением омега-3 и омега-6 жирных кислот. These are often commercially sold as lecithin, Очень часто они продаются под коммерческим названием лецитин, which is a very important compound in reducing cholesterol in people. а лецитин это очень важная пищевая добавка, позволяющая снизить холестерин. So we learned that ethane weakens a patient who has a high turnover and demand for essential fatty acids. Мы говорили о том, что этан будет ослаблять пациента с нарушением обмена жирных кислот. And that weakness or the left-right brain challenge would be negated by a variety, or would be negated by a specific fatty acid. И о том, что это ослабление будет устраняться одной или несколькими жирными кислотами. So we talked about fish oil or omega-3 oil. Мы говорили о рыбьем жире или омега-3 маслах, Omega-3 and 6, о комбинации омега-3 и 6 жирных кислот. which is a combination of fish oil usually and evening primrose oil. Это обычно смесь рыбьего жира и масла примрозы. We talked about DHA on its own with Maria was important. Мы говорили о DHA, и это важно для Марии. Phosphatidylcholine and phosphatidylserine, which are phospholipids found in lecithin. Мы сейчас говорили о фосфатидилхолине и фосфатидилсерине, которые входят в состав лецитина. These days these are usually extracted from soy products. Сейчас их обычно получают из сои. Previously they used to be made from cow's brains. Раньше их получали из коровьего мозга. Before the days of mad cow disease. Извините, до развития коровьего бешенства. An oil that's creating a lot of interest in the West now is krill oil. Сейчас на Западе все больше интерес и популярность вызывает креветочное масло. Krill are very, very small crustaceans that whales tend to eat. Криль это очень мелкая разновидность членистоногих, которые обычно едят киты. So it's a very rich source of omega-3 oils. И это масло содержит большое количество омега-3 жирных кислот. And peanut oil is a rich source of arachidonic acid, which is the omega-6 oil in the brain. Арахисовое масло это источник арахидоновой кислоты, которая относится к омега-6 жирным кислотам. Okay, we looked at just generally toxicity. Мы в целом затронули вопрос токсичности. And we collectively put the toxic metals, the chemicals and the radiation into this composite file. И мы использовали собирательные нозоды для токсических металлов, химических агентов и радиации. And tomorrow I'm going to talk about challenging for radiation in the temporal lobes particularly,
Завтра мы будем говорить о воздействии радиации на височные доли. We talked a little bit about oxidative stress Мы немного поговорили об окислительном стрессе and the importance of zinc in the DNA polymerase repair enzyme. и о важной роли цинка в работе ДНК-полимеразы, которая обеспечивает репарацию ДНК. And about folic acid deficiency, И о дефиците фолата, because folic is very necessary for the creation of new DNA. потому что фолиевая кислота необходима для синтеза ДНК. Now, folic acid is, the word folic comes from the word foliage or green. Слово фолиевое происходит от слова лист или зелень. So it tends to be most present in green leaf vegetables. Поэтому фолиевая кислота преимущественно содержится в зеленых листьях овощей. But the vegetable that muscle tests best of all is cabbage. Но растение, которое чаще всего дает положительные результаты усиления при мануальном тестировании, это капуста. And it doesn't seem to matter what the colour of the leaf is. И All складывается cabbage leaves tend to be a very rich source of folic acid. впечатление, что не имеет значения, какого цвета будут листья капусты. Капуста любого цвета содержит большое количество фолиевой кислоты. So folic acid is important wherever there is tissue regeneration. Фолиевая кислота играет роль при любом процессе, когда активно идет тканевая регенерация. And one of the highest turnover areas in the whole body is the mouth. И одна из зон, которая потребляет больше всего фолиевой кислоты, это ротовая полость. So the first place you see folic acid deficiency is in the gums. Поэтому первое место, где вы увидите признаки дефицита фолиевой кислоты, это десны. So when you see a reddening of the gums Поэтому, когда вы видите покраснение десен and a receding of the gums, и уменьшение десен, that's folic acid deficiency. это классическое проявление дефицита фолиевой кислоты. This can cost a person an absolute fortune in money. И это может стоить человеку колоссальной суммы денег. Because the likelihood is they'll need extensive periodontal treatment. Потому что это означает, что им потребуется очень большое лечение у стоматолога. More people these days lose their teeth because of periodontal disease than they do from dental caries. И сейчас большее количество стоматологических пациентов теряют свои зубы из-за проблем с деснами, чем из-за самих проблем зубов. This is primarily due simply to folic acid deficiency. И основная причина этого – простой дефицит фолиевой кислоты. But your dentist will never tell you this. Но это то, что никогда не скажет вам ваш стоматолог. Because this is the biggest source of money to the dentist. Потому что это самый большой источник их доходов. Okay. So to regenerate the gums, you simply need to have folic acid. Поэтому для того, чтобы ваши десны могли восстанавливаться, им просто нужна фолиевая кислота. And it must be a liquid folic acid. Это должна быть фолиевая кислота в жидкой форме. So you can massage it into your gums. Чтобы вы могли массировать ее в свои десны. So folic acid needs to be taken last thing at night. Фолиевая кислота – это тот препарат, который вы должны принимать последним перед тем, как идете спать. It always muscle tests at triple warmer time. Она всегда определяется во время тройного обогревателя. So you squirt the folic acid into the mouth, Поэтому вы брызгаете несколько капель фолиевой кислоты в рот, swill it round, чуть поболтаете ее, and massage it with the tip of your tongue into the gums. и при помощи кончика языка вмассируйте ее в ваши десны. And then swallow it. После чего проглотите. And within 4 weeks, your gums will be much healthier. И уже через 4 недели вы увидите значительное изменение своих десен. So your gums will recover the millions of cells that you lose within 3 to 4 hours. Ваши десны восстанавливают несколько миллионов клеток, которые они теряют в течение 3-4 часов. Otherwise, what would happen is every time you ate a meal, you would lose more and more of your gum tissue.
Иначе каждый раз после еды ваши десна становились бы все меньше и меньше. Some tissues in the body have a very high turnover of cells. А в некоторых участках организма идет очень высокая скорость клеточного обмена. It's said that the pancreas replaces itself every day. Говорят, что поджелудочная железа полностью обновляет свой клеточный состав в течение суток. So your pancreas today is a different pancreas from yesterday. Поэтому ваша поджелудочная железа сегодня полностью отличается от вашей поджелудочной железы вчера. So every time a cell divides, the DNA splits. И каждый раз, когда происходит деление клетки, происходит деление и дупликация ДНК. And to make the new DNA on the template, you need 2 molecules of folic acid. А для того, чтобы провести дупликацию ДНК, необходимо 2 молекулы фолиевой кислоты. So people who don't eat enough green vegetables simply don't regenerate. Поэтому те люди, которые не потребляют достаточное количество зеленых овощей, просто не могут восстанавливать свои ткани. So folic acid deficiency is almost as common as vitamin B12 deficiency. Дефицит фолиевой кислоты почти так же распространен, как дефицит витамина В12. So look for it first of all in the mouth. Поэтому сначала посмотрите на десны. Just it's so easy to see just to open the person's mouth. Just open the mouth up of the person next to you. Это так просто. Пожалуйста, покажите свои десны вашему соседу. Just have a look at the gums now. Посмотрите на десны друг другу. And if you see a receding gum at all, that's folic acid deficiency. И если вы видите уменьшение толщины десен, это признак дефицита фолиевой кислоты. Кто еще не скопировал? Вы уже включили ноутбуки? Вы сделали папку? Вы сделали ее на рабочем столе? Все посмотрели на десны друг другу. So you could almost call this cabbage deficiency. Поэтому, грубо говоря, это можно назвать дефицитом капусты. All you've got to do is eat more cabbage. Все, что вам надо, это есть больше капусты. But if you cook the cabbage, you must drink the water. Drink the water. Но если вы приготовили капусту, то вам надо пить больше воды. Because folic acid is very water soluble. Потому что фолиевая кислота обладает хорошей растворимостью в воде. Okay, so oxidative damage can also be caused by infections, Окислительное повреждение или оксидативный стресс может вызываться инфекциями, by chemical toxicity, химическими токсическими агентами, especially for funguses, особенно mycotoxins, микотоксинами грибов, toxic metals and radiation. токсическими металлами и радиацией. Okay, so we learned that a high level of oxidized deoxyguanosine was a very good marker for oxidative stress. Вчера мы говорили о том, что провокационный тест с окислительным дезоксигуанозином – это маркер оксидативного стресса. Now, to protect the body from oxidative stress, we have a range of enzymes naturally within our cells. Для того, чтобы защитить себя от избыточного окислительного воздействия, наше тело содержит большое количество разных ферментов. These enzymes are primarily superoxide dismutase and catalase. Основные ферменты – это супероксид дисмутаза и каталаза. We use antioxidants from our food to help support these natural enzymes. Мы используем антиоксиданты, которые содержатся в нашей пище, для того, чтобы поддержать работу этих ферментов. We use vitamin C, for instance, and vitamin E and vitamin A as antioxidants. Это витамины С, Е и А. And there's a lot of interest in berries and fruits. И сейчас особый интерес получила вопрос ягод и фруктов. Acai berries. Вот Acai, A-C-A-I, acai. ягода кай.
goji berries. Goji? Goji. Барбарис. G-O-J-Y-I. G-O-J-I. Гога. Goji. 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 Goji Goji. berries. Ну это барбарис. Что? Барбарис. Барбарис тогда. Yeah. These berries are very rich in antioxidants. Они содержат большое количество антиоксидантов. And there are measurements of the antioxidant capacity of a whole variety of foods. И были проведены исследования с определением антиоксидационной активности в различных фруктах. But way out, more than anything else, is one particular type of food which has more antioxidant capacity, thousands of times more antioxidant capacity than anything Колоссальным else. отрывом и разницей в 1000 единиц активности первое место And that is spices. заняли специи. And the prime spice is cloves. Cloves. И первое место заняла гвоздика. Followed by turmeric На втором месте тумерик and ginger и имбирь and cinnamon. и корица. So a mixed spice Поэтому contains many of these very important antioxidant spices. комбинированная специя содержит большое количество этих специй. So using a little pinch or small spoon of mixed spice every day is a tremendous protection. Поэтому если вы используете небольшое количество или ложечку смеси специй, это, видимо, какая-то определенная формула, вы способствуете антиокислительному воздействию. So very important protection against oxidative damage or the aging process. Это позволяет вам защитить себя от окислительного повреждения и процесса старения. Is using mixed spices. Это использование смеси специй. We talked about ATP energy Мы говорили о важности обмена энергии и АТФ. and that the marker was in fact magnesium ATP. И что маркер для тестирования это комплекс магния и АТФ. Primarily, two important nutrients are necessary with the production of energy. И что основные вещества, необходимые для образования энергии, One of these is magnesium that we talked about, одно из них это магний, and the other will be all the different vitamin Bs. So a B complex and magnesium are the второй critical. это все различные группы витаминов группы. So everywhere in the production of energy, the vitamin Bs and magnesium are very, very important. Везде, где бы ни происходило образование энергии, очень важную роль играют магний и витамины группы. So if you have a sports person who wants to improve their energy production, Если вы then хотите повысить look at the vitamin продукции Bs and look at magnesium or to supplement both. энергии в вашем организме, помните о необходимости коррекции уровня магния и витаминов группы. We talked briefly about nutritional intervention Мы говорили о важности коррекции питания. and that the best way to determine which nutrient or nutrients a person needs is to use the composites of the different food, the different nutritional types. И мы говорили о том, для того, что наиболее быстрым способом определения нарушений поступления пищевых веществ в пищи является использование композитных сазонов. And we talked about food allergy and intolerance. Также мы говорили с вами о аллергии и пищевой переносимости. Have you done the memory sticks? Все списали флешку? Нет. So has everybody Это taken a одна copy? единственная. Everybody's got a computer that's taken a copy. Мы вам дадим, если что. Right, we're going to go on round. Все давайте разом. Ну, наоборот.
Мне сказали, что там были разные программы, а я не знаю, что Now, Сокращение DCD означает цифровая компьютерная диагностика. Digital Computer Diagnosis. so we're going to call Первое this, слово непонятно. Парцелация. this section. Цифровая. We're going to call this section now. We're going to study digital computer diagnostics. Сейчас мы переходим к изучению раздела «Цифровая компьютерная диагностика». Какой файл открыть? DCD. Папку пока. Какой файл, мы еще не говорим. Aftandel, who really devised this system, called it video computer VCP, video computer psychodiagnostics. Автандил Ануашвили, который создал и разработал этот метод, называют его видеокомпьютерной психодиагностикой. But to us in English, video means moving camera. Но для нас, англичан, видео означает двигающаяся камера. It has a different meaning in Russian. А в русском языке слово видео имеет несколько другое значение. Because in fact we're going to be using still photographs and not moving ones. Потому что на самом деле мы будем использовать фотографии в покое, а не движение. And we don't just do this with analysis. We do this with using a variety of different techniques. И мы проводим эту диагностику, не используя методы психоанализа, а используя целый ряд других техник. So I asked him whether I could change the name as far as teaching this in Europe and America to digital computer diagnostics, and he said that's fine. И поэтому, когда я спросил Автандила, могу ли я изменить название, потому что название будет не совсем понятно западному слушателю в процессе преподавания, он дал мне такое разрешение. So we know when we look at a person's face, Теперь давайте посмотрим на лица людей. their facial features are somewhat different. Посмотрите, как отличаются их черты лица. Some people are naturally happy, Некоторые люди счастливы по своей природе. and some people are naturally sad. Некоторые люди печальны по своей природе. So some people's eyes are shaped this way, Глаза некоторых людей подняты наружным уголком вверх, and some people's eyes are shaped this way, а других наружным уголком and вниз. some people's eyes are horizontal. А у некоторых орбита располагается горизонтально. And the oldest form of psychology recognized that these were distinguishing features of different emotional states. Самые ранние формы психологии выделяли черты определенных эмоциональных состояний. So this happy person here with the eyes up here and a smile is called sanguine. Вот этот тип лица с приподнятыми наружными углами глаз и улыбкой называется сангвиник. And this person with the eyes down here but a happy face is called phlegmatic. А вот это лицо здесь с опущенными наружными углами глаз, которое улыбается, называется флегматик. По-моему, по поводу видео мы уже вчера все обсуждали. This person is, as we'll see, generally a very happy, joyful person. Вот эта девушка здесь по своей природе очень счастлива и радостна. Very outward-going or extrovert. Она отдает все наружу, она экстраверт. This person is more of an introvert and a thinker. Эта дама здесь скорее интроверт и мыслитель. Now this person is somewhat sad.
А вот эта девушка внизу печальна. So they have the sanguine-shaped eyes, but they're rather sad with the lips. И хотя направление орбиты ее глаз напоминает сангвиника, ее рот печален. This person is called choleric, Мы называем их холериками, and they usually are angry. и они обычно злы. And this person is got the phlegmatic eyes, А вот эта девушка слева внизу, у нее флегматичные глаза and the sad lips. и печальные губы. And this person is called melancholy, И она называется меланхолик, which is an old name for depression. что в старом языке означало депрессию. So this is a very old system going back probably to Galen in Roman times. Это очень старая система классификации, которая восходит к Галену и Римской империи. So the first way of recognizing emotions within the face was to look at the eyes and the mouth. Поэтому первый способ определения эмоций, которые выражает лицо, было посмотреть на глаза и рот. So these were 4 politicians who were campaigning to lead the Socialist Party in Great Britain last month. Это 4 политика, которые соревновались друг с другом за право возглавить партию в Англии в прошлом месяце. Social Party. And it was quite interesting just looking at the facial features of each of these members Очень интересно of Parliament. посмотреть на выражение лица каждого из них. Because you can see certainly the more anger in this man, Потому что посмотрите, сколько злости в этом человеке. and you can begin to see a little bit of sadness in this man. И вы увидите немного печали вот у этого. And you can see this man is very peculiar. А вот этот мужчина здесь вообще со странностью. A lot of asymmetry here, Лицо очень асимметрично. and a very much more of an introvert character. И он скорее обращен внутрь себя, он интроверт. And this man is a more extrovert. А вот это скорее экстраверт, он обращен вовне. Now, strangely, this man is very left-wing. Do И you что? understand? Left brain, Left-wing, very much more, more socialist, almost more communist. а вот этот мужчина в правом верхнем углу, он скорее относится к левым партиям, он очень заботится об обществе, скорее коммунист. And this one is more right-wing or conservative. Этот скорее консерватор. Now, the very interesting thing is these two are brothers, Что интересно, они братья. and this one won. Вот этот выиграл. To the surprise of this one, who was the most, thought he was the most popular. А к полному удивлению своего брата, который считал, что он-то имеет большую популярность. He was our foreign secretary in our last government. Он был министром иностранных дел в нашем последнем правительстве. But the sanguine man was the extrovert, regardless of the politics. Сангвиник был экстравертом, а это важно в политике. So people do vote for politicians who look extrovert. Поэтому люди предпочитают голосовать за политиков, которые выглядят как экстраверты. And we'll see in a minute, a variety of politicians, and you can see why they win elections. И через несколько минут мы будем смотреть на фотографии различных политиков, и вы поймете, почему именно они выиграли выборы. So people subconsciously read a lot into a person's face. На подсознательном уровне люди получают большое количество информации, просто глядя на лицо человека. Now, another interesting observation is that our present government is called Conservative. Что интересно, наше правительство сейчас, консерваторы, And they lost 3 elections in a row. проиграли 3 выборов подряд. And each of the leaders in those 3 elections was bald. Bald. Was a man with no hair. И что интересно, что все 3 лидера, которые возглавляли эти партии на выборах, все они были лысыми. So they elected a man with hair. Поэтому следующим выбрали политика с волосами. And he won the general election. И он выиграл общие выборы.
women especially do not vote for a man who does not have any hair. Что интересно, женщины никогда не голосуют за лысых мужчин. So you need to be an extrovert with hair. Поэтому для того, чтобы выиграть выборы, вам надо быть экстравертом и иметь волосы на голове. Now, as I told you, when I tracked Avtandil down, he was the head, or is the head of the Academy of Human Perception in Moscow. А как я рассказывала вам, когда я вышел на Автандила Ануашвили, он был главой, сейчас скажу, главного управления, был руководителем Института проблем управления Российской Академии Наук. He's from Georgia originally. Автандил Ануашвили по своему происхождению грузин. And he showed me this photograph, first of all, И он в первую очередь показал мне фотографию вот этой девочки. of this little girl. Фотографию вот этой маленькой девочки. So you can see with this little girl there's a lot of asymmetry. Посмотрите на ее лицо, насколько оно асимметрично. So then he showed me how you split the photograph. Потом он показал мне, как можно разрезать фотографию пополам. So you split it down the middle and then you create two faces. И сделать зеркальное отражение второй половины, получив два лица. And he calls this the phase portrait. И он называет это портретами лица. So a phase portrait is when you build two faces, one on the left side of the face and one on the right. Он называет это фазовыми портретами лица, когда мы достраиваем лицо по его правой и левой половине. The human eye cannot see this. Человеческий глаз не может этого увидеть. The human eye sees this. Человеческий глаз видит вот это. But when we split it, Но когда мы разделим лицо пополам, we actually see two completely different individuals. мы на самом деле видим двух абсолютно разных человеков. So this is called a phase portrait. Это называется фазовый портрет. So as you look at me, this is my right side and this is my left side. Посмотрите на меня. У меня есть правая половина лица и левая половина лица. So when you look at the screen, this will always be the right portrait and this will always be the left. Поэтому, когда вы смотрите на экран, все то же самое. Это всегда правая половина лица, а слева всегда левая. А на той стороне всегда левая половина лица. Okay, so it will always be as you look at the person. Это всегда точно так же, как будто бы вы смотрите на самого человека. Now, if you measure then the angles of the orbits, Поэтому, если вы определите угол хода орбиты, these two will always be, obviously, this is always going to be symmetrical and this will be symmetrical. то два различных фазовых портрета будут симметричны по определению. Because they're mirror images. Потому что они достроены по второй половине. And you can see that the angle of the orbits are very different. Вы видите, что ход угла орбиты существенно различается. Obviously, this is easier to see with two portraits than it is with just the one. Правда, намного легче увидеть это на двух портретах, чем на одном. You then measure the angles of the nasolabial folds. А потом мы определяем угол наклона носогубной складки. That's the line from the angle of the nose down to the corner of the lips. Носогубная складка по определению идет от крыла носа к наружному углу рта. This has been known for many years to have a significance to brain dominance, which side. В течение многих лет было известно, что ход носогубной складки позволяет определить доминантность полушария. And the angle of the lips И угол губ. Окклюзия. angle of lips, yeah. So this little girl, all three features are asymmetrical. Посмотрите, у этой девочки все три показателя асимметричны. So you can literally build a program and measure these, but it takes time to do it. На самом деле не так сложно сделать программу для того, чтобы измерить все эти углы, но это требует времени. But he taught me basically what to look for, and that's what I'm going to teach you, and you can do it immediately. Но Автандил научил меня основным моментам, на которые надо обращать внимание, и это то, чему я хочу научить вас, так, чтобы вы сразу могли провести оценку.
The best place to practice this is with watching television. Лучше всего можно практиковаться, когда вы смотрите телевизор. Particularly politicians or newsreaders, because you see the full face. Особенно политики и ведущие, потому что вы видите лицо целиком. And you'll be able to immediately, tonight, tomorrow, be able to tell a lot about that person. И уже сегодня вечером и завтра вы сможете очень много рассказать о людях на экране. So you can also see that the size of the face is very different, isn't it? Вы также видите, что размер лица существенно отличается на разных. But that is not particularly a feature which refers to brain dominance, but more to do with literally the development of the size of the brain. Но это скорее свидетельствует не о доминантности того или иного полушария, а об особенностях развития. So if we take the face away now, we'll see the key bits which we're going to be looking at. Теперь давайте уберем лица и оставим рисунки ключевых зон. And we'll see that this little girl on the right was more melancholic or depressed. И мы видим, что вот эта девушка, которая была справа, она скорее меланхолична и в депрессии. Whereas this little girl was more choleric. Когда девочка слева, скорее холерик. Totally different shape to the orbit. Посмотрите, совершенно разный угол входа глаз, угол глазной орбиты. Now this is what Ludmilla showed me, this checkerboard that I described on Thursday. И помните, я рассказывала вам о шахматной доске, которую мне показала Людмила. Вот она. And when she did my portrait, she said, "You're somewhere around here." Поэтому, когда она сделала мой портрет, я оказался где-то вот здесь. But it meant nothing to me. Для меня это ничего не означало. And as we look at this picture, Avtalo puts this little girl down there. А если мы посмотрим на эту раскладку, то Автандил поместил эту девочку вот здесь. I think looking at that picture again, I'd actually move her down into that corner there. А по мере того, как мы будем смотреть дальше, она еще больше сместится в правый нижний угол. I didn't have a clue what this was all about. Ну, я как-то никогда особо не озадачивала, что все это значит. But I do now. Теперь озадачивает. So this is called a phase portrait of the brain. Это называется фазовый портрет лица. So Фазовый портрет мозга. the splitting of the image is called a phase portrait. Поэтому разделение из фотографии на две означает фазовый. So this graphic representation of where the brain is actually operating from is called a phase portrait of the brain. Это графическое изображение называется фазовый портрет мозга. So what happened with this girl is with successive treatments she changed. Что происходило с этой девочкой? По мере хода сеансов лечения она изменялась. So the difference between the first set of portraits and the last is very dramatic. Разница между портретами под номером 1 и портретами под номером 4 существенна. So this is the actual photograph and this is the phase portrait or the split photograph. Итак, под номером 1 маленькое изображение – это реальная фотография, а рядом с ним два фазовых портрета. And this is the result of 4 biofeedback treatments that Avtalo gave to her. И это результат 4 сеансов использования биологической обратной связи, которые она прошла у Автандила. Now he treats the patients purely by biofeedback. Автандил лечит пациентов только с применением биологической обратной связи. But what Ludmilla told me is that they use color therapy, Но Людмила рассказывала мне, что они используют цветотерапию, they use flower essences, они используют цветочные запахи, they use cranial work, они используют краниальную работу and they use some nutritional intervention, etc. и коррекцию. So by looking at the 3 sides of the triangle, you can effect actually a change in the facial structure. И воздействие на все 3 угла треугольника может существенно изменить структуру лица. But at this stage, I don't have a clue what it is we're actually looking at, but I was fascinated by the very subject. В тот момент, когда я познакомился с этой методикой, я еще не очень понимал, что с ней делать, но я был заворожен результатом. I've taught this in various areas of the world, and they're all absolutely mind blown by this.
И я пока рассказывал об этой методике по всему миру, и все были полностью потрясены. So I've taught it in America and Australia Я преподавал это в Америке и в Австралии, and in Europe, в Европе. and it normally takes about 2 days if you're learning the whole thing. И обычно для того, чтобы освоить детали, необходимо около 2 дней. But I want to give you enough that you can actually get started in working on this yourself, because I now do this with most patients. Но я хочу дать вам основы этого метода, чтобы вы могли, по крайней мере, начать им работать. Потому что сейчас я провожу это тестирование у каждого пациента. And you don't actually have to do it because your secretary or anybody else can actually do the work. И это не обязательно должны делать непосредственно вы. Это может делать ваш секретарь или кто-то другой. Or you can take the photograph and do it in the evening time. Либо вы можете сделать фотографию и провести ее анализ вечером после окончания рабочего. But one thing is for sure is the patients love it Но что самое важное, пациенты от этого в восторге. because they want to see how they've changed next time they come. Потому что они хотят увидеть изменения в следующий раз, когда они приходят на прием. To see a sad person become a happy person is very great delight. А увидеть, как печальный человек становится счастливым, это очень приятно. So this was the situation before treatment and this was after treatment. На фотографии справа портрет до лечения, слева после лечения. Remember, the only treatment this girl had was biofeedback. Помните, что лечение, которое получала девочка, биологическая обратная связь, So there were incredible changes in the structure. которые вызвали колоссальные изменения структуры. Because what makes the structure of a face is not the bones, it's the muscles. Потому что структуру лица определяют не кости, а мышцы. What makes us non-symmetrical is the difference in the muscle tones between one side of the body or one side of the face and the other. Что придает черты нашему лицу? Это разница мышечного тонуса на одной и другой стороне. So all of you who do muscle testing know that this is the case. И все из вас, кто проводит мышечное тестирование, знают, что это так. It's muscle imbalance that moves bones, not bones moving muscles. Это мышцы, которые двигают кости, а не кости, которые двигают мышцы. So the question is which muscles and which nerves and where do these come from and how does this create the asymmetry? Поэтому возникает вопрос, какие мышцы двигают кости, какие нервы иннервируют эти мышцы, какие зоны мозга этим управляют и как это все получается. So fundamentally, as we learn, the more symmetrical the face, the more in harmony the person is. Как вы помните, мы говорили о том, что основа всего в том, что чем более симметрично лицо, тем большую степень гармонии это отражает. The bigger the asymmetry, the more disharmony there is in the person. Чем лицо более асимметрично, тем меньше гармонии в этом человеке. Okay, so we know that we talked briefly that the left and right brain are different. Мы поговорили с вами вкратце о том, что правое и левое полушарие выполняют различные The функции. left brain is the more logical side. Мы говорили о том, что левое полушарие отвечает за логику. It's the practical mind. Это практическое мышление. It's the more determined, sort of concrete thinking. Это своего рода целеустремленное, конкретное мышление. And if you remember, it's the more feminine mind. И, как вы помните, это скорее женское сознание. The right side is much more involved with intuition and creativity. Правое полушарие в большей степени отвечает за интуицию и творчество. It's probably the higher self. Это, скорее всего, высшее я. You might call that the superconsciousness. Вы можете назвать это суперсознанием. It's the more thinking, conscious part of ourselves. Это наиболее думающая, сознательная часть нас. It's the part where intuition comes from. Это место, где живет наша интуиция. So when you have a brainwave, a new idea comes to you, it comes through the right side.
Когда на вас исходит озарение, а в вашем мозге рождается новая идея, она рождается в правом полушарии. So all new learning of information is involved with the right hemisphere. И обучение и усвоение новой информации требует работы правого полушария. So repetition of old material is much more in the left brain. А повторение старых знаний и старого материала в большей степени активирует левое. The right brain is also the one that has the ability to see the whole picture. Правое полушарие также обладает способностью видеть картину в целом, Without really the analysis of the detail. не разбирая и анализируя отдельные детали. So this is why most doctors in alternative types of medicine are right brain dominant. Вот почему большинство специалистов альтернативной медицины в основном правополушарные. Because they see the whole picture. Потому что они видят картину человека в целом. So they're not seeing the finer details of a person, they're seeing the whole picture, the whole problem with a person. Они не расчленяют человека на отдельные элементы. Они видят человека в целом. So they're seeing that this person has a mind, a body and a spirit. Они помнят о том, что у человека есть дух, душа и тело. And that their disharmony is caused by a blend of all three, which is what we've been talking about. И что нарушение возникает в результате нарушения равновесия всех трех компонентов. Now, the more orthodox medical approach is much more down the left brain. В то время как традиционная ортодоксальная медицина в большей степени ориентирована на левое полушарие. The evidence-based medicine, Это доказательная медицина. that this particular drug has this effect with these symptoms with this patient. Что это лекарство окажет такое действие при таких симптомах у таких пациентов. So that will be a much more linear, logical approach. Это скорее линейное логическое мышление. So the left brain sees the finer details, the right brain sees the whole picture. Поэтому левый мозг видит отдельные детали, правый мозг видит картину в целом. And we've talked briefly over the last few days about the subconscious, Также в течение последних дней мы говорили о подсознании, which is not only a storage of all the automatic nervous system, autonomic nervous system, что это место, где хранится вся получающаяся информация и где живет вегетативная нервная система. it is also a storehouse of all the unnecessary and intolerable information. Но это также место хранения всей ненужной или непереносимой информации. So we learned that it's our perception of the world is how we program our subconscious. И мы знаем, что наше восприятие – это то, как мы программируем свое подсознание. And when we get those thoughts which create the feelings, we get this state of being within our mind. И что наши мысли создают наши чувства, которые в свою очередь определяют состояние бытия в нашем сознании. So this state of being is generated by our subconscious mind. И это состояние бытия определяется нашим подсознанием. So this summarizes really the difference between the left and the right brain. Вот здесь вкратце суммирована разница между правым и левым полушарием. And as we said originally in applied kinesiology, we used to test the left brain with simple mathematics. И мы говорили о том, что исходно в прикладной кинезиологии мы проводили провокацию левого полушария с математическими задачами. So just the very fact of telling the patient you're going to test them with some simple mathematics puts the fear into people. И, как вы знаете, даже когда вы просто говорите пациенту, что сейчас вы попросите решить его простой математический пример, у многих вызывает страх. So you know these people are right brain. Если это вызывает страх, вы знаете, у них доминирует правое полушарие. So the right brain person will be very fearful and worried about doing even simple mathematics. Люди с выраженным преобладанием правого полушария испытывают страх, даже когда им предлагают решить элементарные примеры. And we test the right brain with humming. А мы тестируем правое полушарие, применяя мычание и звуки. But it has to be humming an original tune.
Но это должна быть исходная базовая мелодия. So it's something creative. Это что-то создающее. So in other words, something which is not a familiar tune. Это должна быть какая-то новая, а не ранее знакомая для человека мелодия. A left-brain dominant person will not be able to do this. Человек с доминированием левого полушария никогда не сможет это сделать. Для того, чтобы перевести это, мне понадобится партнер. Они в основном чихают. This is a left-brainer humming a tune. Вот как выглядит человек с левополушарным мышлением, когда он пытается промычать какую-то мелодию. Or even worse than that is. А иногда бывает еще хуже, это будет вот так. Now, right-brainers hum all the time. Итак, правополушарные люди все время будут чего-то себе мычать и напевать. And what really drives left-brainers insane is a right-brainer who whistles. Но что больше всего доводит левополушарных людей до безумия, это когда правополушарные люди свистят. So when you hear somebody whistling or humming but not a tune that you recognize, you know they're in their right brains. Поэтому, если вы видите кого-то, кто насвистывает какую-то мелодию, которую вы не знаете, или новую мелодию, либо кто-то что-то мычит себе под нос, вы знаете, сейчас они думают своим правым полушарием. And they don't usually know that they're actually doing this Не всегда, человек даже не всегда замечает, что он это делает. because they're deep inside their own thought process. Потому что в этот момент они глубоко погружены в свои мысли. So we could use this model of the left hemisphere being the logical mind, Мы можем использовать эту модель человека, когда говорим о том, что левое полушарие – это логическое сознание, the right brain more of the superconsciousness or the intuitive or spiritual side. а правое полушарие – это интуитивное, духовное суперсознание. And the subconscious would be the autonomic nervous system and our previous learned experiences. А подсознание – это вегетативная нервная система и наш ранее полученный опыт. This sort of picture of is putting into a linear model something which is not linear. Это картинка, попытка создать линейную модель нелинейного процесса. Because in fact this subconscious would be up to right up to here. Потому что если делать это правильно, сознание должно быть вот там сверху. So our conscious and our subconscious is actually a very, very small part of our thinking. Потому что наше суперсознание и сознание – это очень небольшая часть нашего мышления. So that's the sort of overview. Now let's do what, before we actually do the photography itself, let's just sort of learn where it came from and how Arkhandel devised it. До того, как перейти к практической части, давайте немного поговорим о том, откуда пришла эта концепция и как ее разработал Автандил. So what he taught me is that the human brain generates many waves of electromagnetic phenomena. Автандил научил меня тому, что человеческий мозг создает большое количество электромагнитных феноменов и волн. That all living beings, including animals and plants, emanate electromagnetic fields. Что все живые существа, включая животных и растения, излучают электромагнитное поле. But the one that they've studied is of particular interest is the 60 gigahertz or 5 millimeter wavelength. Ту часть поля, которая вызвала у них наибольший интерес при изучении, представляет поле с частотой 60 гигагерц, исправьте, там не герц, а гигагерц, или длиной волны 5 миллиметров. And the reason they've studied this is because this is in the radar zone just. Причина, почему они выбрали именно эти частоты, заключается в том, что это те частоты, которые определяются радарами. So there's plenty of equipment around which can measure this particular wave band. И есть большое количество оборудования, которое позволяет их измерять. But just remember that this is not the only wave band that people emanate. Но, пожалуйста, помните, что это не единственная составляющая поля, которая излучает живой организм.
And they found that this particular emanation comes from the hemispheres. Автандил показал, что этот особый вид излучения излучают полушария. And it's somewhere deep inside the hemispheres. Точнее, что-то глубоко внутри полушария. So probably the likelihood is, as we'll go through the day, is it's probably coming from the limbic system. И, возможно, мы еще поговорим об этом в течение дня, возможно, это излучение идет из лимбической системы. And most likely from the amygdala. И, скорее всего, из миндалины. So in the studies on human beings, it would appear that the two hemispheres produce independent wavelengths. На основании данных, проведенных на Sorry, человеке, not independent wavelengths, act as two independent generators. на основании данных исследований, проведенных на человеке, в настоящий момент складывается впечатление, что полушарие мозга можно сравнить с двумя независимыми генераторами частот. So what happened is that they put antennae on the skull of people. Что произошло? Они положили две антенны на череп, On each side, на каждую сторону по одной, and they measured the wavelength coming from the head. и измеряли длину волны, излучаемую в каждом полушарии. And they were able to measure the frequency of the oscillation. И они могли определить частоту осцилляции. So the frequency is the number of oscillations per second. Частота осцилляции – это означает количество волн в секунду. So that was the first bit of information. Это первая информация, которую они получили. So the second bit of information was they could measure the amplitude of the oscillation. Вторые данные, которые они могли получить, это амплитуда осцилляции. And the third was the degree of coherence between the two oscillations, with the one from the left and the one from the right. А третье – это степень когерентности или степень совпадения излучения, которое излучает правое и левое полушарие. So in other words, they were able to measure three aspects of this electromagnetic phenomena. Таким образом, они могли измерить три показателя этого электромагнитного феномена. And these three bits of information go into a device called a phase mixer. Которые поступали в устройство, которое можно назвать анализатором частот. And then he put it through a sine wave program. И потом определялись синусоидальные колебания. The mathematical formula I can give you if you're interested, but it's very complex. Крис может предоставить вам математическую формулу тем, кому это интересно, но она весьма сложная. And to his surprise, when he did this, this is what came out. И когда Автандил закончил свою работу, к его удивлению, вот что он получил. So this very interesting three-dimensional picture came out of the information put in. Это очень интересное трехмерное изображение, которое получилось в результате анализа исходных данных. And this is what he called a phase portrait of the brain. И это то, что он назвал фазовым портретом мозга. Okay, so everything on the left refers to the left hemisphere. Все, что располагается слева, относится к левому полушарию. Everything on the right refers to the right hemisphere. Все, что располагается справа, относится к правому полушарию. Okay. So we can see that this is a three-dimensional picture. Итак, мы можем увидеть, что это трехмерное изображение. The greater the activity of the frontal, or the greater the activity of the hemisphere, the more stable the person was. Чем выше активность полушария, тем более стабильным является человек. And the less the amplitude, the more unstable the person was. Чем меньше амплитуда, тем более нестабильно состояние. And everything in the middle is a nice harmony between the left and the right. Все, что располагается посредине, это состояние равновесия между право и лево. And everything lateralized is more
asymmetrical or less harmonious. А все располагается дальше, все, что располагается дальше от срединной линии, в меньшей степени симметрично. So this particular model is used as his phase portrait to determine where a person actually is coming from. Эта модель используется автандилом для того, чтобы определить состояние пациента. So the person up here is the most stable, Человек, находящийся вот здесь, находится в стабильном and состоянии. they're the most harmonious. И это означает, что он в большей степени гармоничен. And this person's face would be totally symmetrical and happy. И лицо человека, располагающегося вот здесь, будет полностью симметричным. This person's face would be totally symmetrical. Асимметрично. Totally symmetrical. Также лицо человека, располагающегося вот здесь, тоже будет полностью симметрично. But would be very unhappy. Но этот человек будет очень несчастлив. This person is a blend between the left brain and the right brain. Этот человек – результат смеси работы правого и левого полушария. And this person would be, sometimes they would fluctuate between the left and the right. Иногда они будут все время флюктуировать между одним и другим состоянием. This is the psychopath. Это психопаты. And what you'll learn later, this is the terrorist. И как вы узнаете позднее, это террористы. This person down here on the left side is a very angry person. Человек, который будет располагаться вот здесь, в левом нижнем углу, это очень злой человек. This would be your killer. Это будет убийца. This person is a very sad, depressed person. Вот здесь, внизу, справа, это человек печальный, Right человек down the депрессии. bottom on the right. Вот здесь, в правом нижнем углу. This is your suicider. Это тот человек, который совершит самоубийство. So there's a very great difference he found between a true terrorist И существует значительное различие между настоящими террористами, a suicider and a killer. убийцами и теми, кто склонен к суициду. So when you fly home on Sunday, you'll be able to determine the person next to you whether they're a killer or a suicider or a terrorist. Поэтому те из вас, кто полетят домой после семинара и сядут в самолет, посмотрите на лицо соседа и решите для себя, кто он, террорист, убийца или самоубийца. Когда поздно будет. Лучше то посадки. Maybe we better do it before we Yeah. do this. Okay. Now the terrorist has to be both these people. Террорист – это комбинация одного и другого. The terrorist has to be a killer and a suicider. Террорист – это убийца и самоубийца. Okay. They're happy to kill themselves and kill anybody else. Террористы – это те люди, которые счастливы убить и себя, и окружающих. This is why they're psychopaths. Вот почему они психопаты. And they're extremely difficult people to detect. И таких людей очень трудно определить. Because a terrorist with a smile could be mistaken for somebody up here. Потому что террориста с улыбкой на лице легко можно принять за человека вот здесь, человека в гармонии. Now there's another group of people who are in this area, Также в этой зоне располагается еще одна группа людей. who are also extremely difficult to detect. И их точно так же трудно определить. And these are pedophiles. Педофил. Pedophiles. И это педофилы. Pedophiles are like terrorists. Они как террористы. They destroy children. Они разрушают детей. Very often they could be within the realms of the church. И очень часто они находятся в лоне церкви. They could be police. Это они могут быть полицейскими. They can even be judges in the legal system. Они могут быть даже судьями. They can be school teachers. Юрисдикции. Они могут быть школьными учителями. So these are people who you wouldn't normally suspect of this sort of antisocial behavior. Это те люди, о которых вы скорее не подумаете, что они могут участвовать в таких антисоциальных действиях. Pedophiles are usually beautifully symmetrical in their face. Педофилы обычно имеют абсолютно симметричные лица. And if they smile, you could count them as a very happy person.
И если они улыбаются, вы можете решить, что это очень счастливые люди. But when they don't smile, you instantly recognize them as being down here. Но если улыбка сходит с их лица, вы сразу поймете, что они вот там внизу. So this is the best position to be. Лучше всего быть вот здесь. This is the person who can use their left brain and right brain in harmony. Здесь находится человек, который может гармонично использовать свое правое и левое полушарие. But as we said a couple of days ago, probably in a funny way, these people are not going to be necessarily very good partners. Но, как мы уже говорили в предыдущие дни, люди, находящиеся вот здесь, могут быть не очень хорошими партнерами. Because they've already got their partner themselves. Потому что у них уже есть их лучший партнер, они сами. This person needs a partner over here. Человек, находящийся вот здесь, имеет потребность в партнере, который находится с противоположной стороны. When we look at a lot of politicians are left brain. Когда мы смотрим на политиков, многие из них левополушарны. And they get their right brain from their wives or their husbands. И в этом случае эти политики достраивают себя правым полушарием своего супруга или супруги. You don't want two left-brainers coming together or two right-brainers coming together because they wouldn't be a team. Редко бывает пара, где оба партнера имеют активно правое или левое полушарие, просто потому что из них не получается команда. So what Arcangel did with this scheme is he made it instead of 3 dimensions, as we can see, he flattened it down to 2 dimensions. Что сделал Автандил? Он трансформировал эту трехмерную систему в двухмерную. And that's what he called the phase portrait of the brain. И это то, что он назвал фазовым портретом мозга. So he devised originally these different colours to the different quadrants. Он соотнес различные цвета с различными квадрантами. And there's a reason why he used these colours. И причина, почему он использовал именно эти цвета, And that was the original picture that Ludmilla, just can you stand up a minute? This is Ludmilla, if это та anybody самая doesn't know картина, Ludmilla. которую Людмила, пожалуйста, это Людмила. So Ludmilla was the person who introduced me. Людмила это тот человек, который продемонстрировал мне эту систему. Ludmilla was the first person to actually invite me and Joe Schaefer to Russia in the first place in 1991. И Людмила это тот человек, который впервые пригласил меня и Джо Шефера в Россию в 1991 году. Which was interesting because I think it was about November time when we first came 19 years ago. И это было очень интересно, потому что, насколько я помню, мы приехали в ноябре 19 лет назад. So this was the picture that the computer program that Ludmilla showed me worked out exactly the location of where I was coming from. И это была та картинка, на которой программа, которую показала мне Людмила, соотнесла меня с одной из зон. So it would appear to be quite a good position, Я находился в достаточно хорошем месте, вот здесь, pretty harmonious, вполне гармоничен, but very much on the right brain rather than the left brain, но скорее правополушарный, чем левополушарный. which is what surprised me. И это было то, что меня удивило. But she was the one who convinced me that I was right brain because I was more going through a creative rather than a logical stage of my life. Но Людмила убедила меня в правильности этих данных, потому что на этом этапе своей жизни я скорее создавал, чем анализировал логически. So when I went to see Avtando, he took one look at me and he said, "You're right brain." А когда позднее я приехал к Автандилу, он посмотрел на меня и сразу же сказал: ты правополушарный. Which was exactly what Ludmilla said. И это было именно то, что сказала мне Людмила. And I said, "Well, why are you surprised?" And he said, "Because I thought you were left brain." И я тогда спросила Автандила: а почему вы так удивлены? Он сказал: ну, я-то думал, что у тебя доминирует левое полушарие. So I said, "Well, how did you think I was left brain?" And he said, "I've done a search on you on the internet." И тогда я спросила Автандила, почему у него было предварительное мнение обо мне, как о человеке с доминантностью левого полушария. Он сказал: ну ты знаешь, я посмотрел в интернете. And he downloaded a lot of pictures of me on various trips to Russia in the past. И он показал мне большое количество фотографий, которые он нашел в интернете, которые были сделаны во время моих поездок в Россию.
and I was left-brained. И там у меня доминировало левое полушарие. And so I've swapped over the dominance in the last few years. И это значит, что в течение последних нескольких лет активность моих полушарий поменялась. So nothing is permanently fixed with people. Ничто не бывает зафиксировано навсегда в человеке. So where you're actually coming from within your mind, maybe left-brained a period of your life and maybe more right-brained as well a period of your life. И по мере того, как вы развиваетесь в ходе своей жизни, у вас могут быть периоды, когда вы больше активируете свое правое полушарие, и периоды, когда вы больше активируете свое левое полушарие. So he taught me a little bit about the history of psychology, Автандил рассказал мне немного о истории психологии, and this goes right back to ancient Greek physics. которая восходит к давней греческой физике. And Aristotle was one of the first people to come up with these four elements. И Аристотель был одним из первых людей, кто стал говорить о четырех элементах. That everything in the universe was made of air, water, earth, and fire. Что все во Вселенной создано из воздуха, воды, земли и огня. And this formed the foundation of physics for many hundreds of years. И это было основой физики в течение многих сотен лет. Then Theophrastus Потом Теофраст put in the four seasons. сопоставил эти элементы с 4 сезонами года. So there was winter, spring, summer, and autumn. Это зима, весна, лето и осень. And then he also put in the colours associated with the different seasons and the elements. И Теофраст также соотнес цвета с определенными временами года и сезонами. So blue was associated with cold and Итак, winter. Spring, голубой цвет – холод, зима. spring is wet and green. Весна – зеленая и влажная. The summer is hot and red. Лето – красное и жаркое. And the autumn is yellow and dry. А осень – желтая и сухая. Remember, these are Greek physicists, Помните, это греческие физики. so the climate in Greece is somewhat different from northern Europe. И подумайте о том, что климат в Греции несколько отличается от климата в Северной Европе. But it's quite interesting because this integrated medicine conference I went to in Jerusalem last month was actually using this model also. И что интересно, та конференция по интегративной медицине, которая проходила в Иерусалиме в прошлом месяце, до сих пор использует эту модель. And then along came Hippocrates. И потом появился Гиппократ. And Hippocrates was the first person to teach medicine. И Гиппократ был первым человеком, который стал изучать и преподавать медицину. And he called this an imbalance, or disease was an imbalance in the four humours. А Гиппократ стал говорить о том, что заболевание есть результат нарушения 4 состояний. So he said there were four fluids in the body. Он говорил о том, что в теле есть 4 типа жидкости. So there was blood, Это кровь, phlegm, флегма, black bile, черная желчь and yellow bile. и желтая желчь. So black bile was more associated with bile stored in the gallbladder, Черная желчь – это была желчь желчного пузыря, and yellow bile was more associated with lymph. а желтая желчь – это скорее лимфа. And what he said is that all disease is an imbalance between those four fluids. И Гиппократ говорил, что болезнь есть нарушение равновесия между 4 жидкостями организма. And then the Roman physician Galen was the first person to put in the shapes of the face and tie these into the emotions. А потом римский ученый Гален связал эти 4 типа с различными типами лица. So it was Galen who first described sanguine being blood as this Гален happy face. говорил о том, что человек с счастливым лицом – это кровь или сангвиник. The phlegmatic or phlegm one being the introvert. Что флегматик – это флегма или интроверсия. The melancholy here of the sad, depressed person. Что меланхолия печального
человека с депрессией, and the choleric or angry person down in the red area. а что холерик располагается вот здесь, в красной зоне. So this is where we started with these different facial structures. И вот откуда мы возвращаемся к тому, с чего мы с вами начали, типом лица. So that basically is the 4 types of people. Это 4 основных темперамента людей. So having studied the facial expressions of Galen, what Arcando did is he divided each quadrant into 9 squares. Изучив различные 4 различных типа темперамента людей, Автандил разделил шахматную доску, выделив по 9 квадратов на каждый темперамент. So that way he was able to grade it much more individually as to the differences. Таким образом, он мог намного точнее классифицировать разницу. So he came up with 3 by 3 yellows, 3 by 3 reds, 3 by 3 greens, and 3 by 3 blues. Смотрите, 3 на 3 желтых квадрата, 3 на 3 красных квадрата, 3 на 3 зеленых квадрата и 3 на 3 синих квадрата. And then these ones in the middle were the zones between the two. А полоса квадратов между ними – это зона, где они смешиваются. And this one was the person who's in harmony, very stable here and very unstable И here. вот здесь центральная вертикальная линия – это состояние гармонии, где человек стабилен. So in the lower regions of the face portrait В нижних отделах фазового портрета would be much more a person who's governed by their subconscious thinking. располагаются люди, которые в большей степени управляются работой подсознания, Which is usually influenced by the unconscious or the less aware part of the person's conscious way of thinking, thought process. у которых доминирует подсознание или более низкие уровни осознания. So this person is more controlled by the world. Это те люди, которые в большей степени зависят от окружающих обстоятельств. Whereas this person in the upper part is in control of the world. В то время как люди, располагающиеся вот здесь, в верхних квадратах, это те, кто контролирует обстоятельства. So this person knows where they're going and makes things happen. Это те люди, которые знают, к чему они идут, и знают, как это сделать. This person feels a victim of the world. В то время как люди, располагающиеся внизу, это скорее жертвы воздействия мира. Their problems are always caused by somebody else. У людей, располагающихся внизу, их проблемы всегда вызваны кем-то вовне. So this person would be intuitive because they're right brain and calm. Располагающиеся вот здесь люди, у которых доминирует правое полушарие, они живут интуицией и обычно спокойны. This person would be intuitive also in the green, but very impulsive. Вот здесь, в зеленых квадратике, они также живут с преобладанием интуиции, но очень импульсивны. This person would be very logical and very stable. Люди, относящиеся к этим квадрантам, очень логичны и стабильны. But this one in the red would be logical because they're left brain, but would be impulsive and angry. А располагающиеся вот здесь внизу, в красных квадратах, они также очень логичны, но они импульсивны и злы. So you can probably begin to think which one you are now. И, возможно, у вас складывается впечатление, к какой области вы относитесь. You can probably sort of begin, although we don't always know who we are, but we can begin to think, yes, I'm more intuitive or I'm more logical, and am I more impulsive? И хотя мы никогда не знаем, что же мы есть на самом деле, каждый из нас сейчас может задуматься, как я живу, скорее интуицией или логикой, насколько я импульсивен. Or you might like to think that you're here, Либо вам может очень хотеться думать, что вы находитесь вот здесь, but might actually be quite surprised where you actually are coming но from. на самом деле большой неожиданностью для вас может оказаться то место, где вы на самом деле находитесь. So this can be detected in the face,
Это можно определить по лицу. And as we'll see, it can be detected through the meridians, И, как мы увидим позднее, это можно определить по меридианам. and it can be detected very accurately with the colour. И очень точно это можно определить при помощи цветового тестирования. So we're going to find out, really, by looking at each other shortly, really where we're coming from. Поэтому очень скоро, просто глядя друг на друга, мы должны быть в состоянии определить, где этот человек находится. So we'll come back to the consciousness a little later on. Мы еще вернемся к шкале осознанного сознания. I put into the phase portrait the exact location of the meridians. Я наложил на квадранты фазового портрета меридианы. Because there is an association between the meridians and the emotions. Потому что есть связь между меридианами и эмоциями. And they're associated neuropeptide or brain chemical. Которые ассоциируются через определенные нейропептиды или химические вещества. For instance, the bladder meridian is associated with low levels of serotonin. Так, например, меридиан мочевого пузыря ассоциирован со снижением уровня серотонина, Which leads people to very low self-esteem. что провоцирует очень низкое самоуважение. Or shame, we call this shame and humiliation. Мы называем это стыд и унижение. Whereas the high serotonin is associated with the kidney, В то время как повышение уровня серотонина связано с меридианом почек, and this person is full of anxiety and fear. и эти люди полны тревожности и страха. So the strange thing is when your serotonin decreases, Что странно, что при снижении уровня серотонина you lose most of your fear. у вас исчезает большая часть ваших страхов. So people actually change a lot of their emotions when they change the chemistry. Поэтому можно говорить о том, что наши эмоции в значительной степени изменяются с изменением химизма мозга. Now, both these are really not good emotions to be dominating your life. А страх – это не те эмоции, которые должны доминировать в нашей жизни. So this is a depressive illness, Это shame and humiliation. депрессивные заболевания, стыд и унижение. And this is an anxiety, is an overactive. А это тревожное расстройство с избыточным реагированием. So this is how really by putting these together we discovered that all the yang meridians are associated with depression. И сопоставляя эти данные, мы пришли к выводу, что все ям-меридианы ассоциированы с депрессией, Are associated with the right brain. с правым полушарием. And all yin meridians are associated with the left brain. А все инь-меридианы ассоциированы с левым полушарием. So don't necessarily count that as the true anatomical feature, Не обязательно, что это полностью соответствует анатомии. because the brain doesn't work quite in the stricter sense anatomically. It's a hologram. Потому что мозг работает не прямолинейно анатомически. Это голограмма. But those characteristics associated with the left brain and the right brain can be called yin and yang by people who do meridian therapy. Но эти характеристики мозга, которые мы видим, и их связь с меридианом, могут называться инь и ян характеристики теми, кто практикует акупунктуру. And to the psychologists, they could be called anxiety on one side and depression on the other. А для психологов можно говорить о тревожных состояниях с одной стороны и депрессивных состояниях с другой стороны. So the most depressed person would be down here, Поэтому люди с наиболее выраженной депрессией будут располагаться вот здесь, and the most angry person would be over here. а самые злые вот здесь. So this would be your killer. Вот они, убийцы. Killers are angry people. Убийцы – это злые люди. Suiciders are depressed. Самоубийцы находятся в депрессии. Never, never, never come across a happy suicider. А очень-очень-очень редко можно встретить счастливого самоубийцу. Их не бывает. Doesn't make sense, does it? Просто потому, что в этом нет смысла.
or you don't find a killer who's at peace with the world. И трудно найти убийцу, который живет в полной гармонии с миром. So remember, this person is creative, Помните, что вот здесь располагаются творческие личности, this person is logical. а здесь мыслящие логически. So this person down here is creative, but in a very frustrated way. Люди, располагающиеся вот здесь, в области зеленого квадранта, они творческие люди, но это их очень фрустрирует. This person is creative and makes their dreams come true. Люди, располагающиеся в синем квадрате, это те, кто являются творческими людьми и знают, как сделать свою мечту реальностью. This person can't make their dreams come true, so they get depressed. А люди, располагающиеся вот здесь, к сожалению, не могут сделать свою мечту реальностью, и это их угнетает. When I first met Avtandil and he took me to the hotel, at the reception desk there was a picture by Van Gogh. Van Gogh. Когда я первый раз встретился с Антонилом, и он отвез меня в отель, когда я вошел на рецепцию, то там была большая картина Ван Гога. And he said, where would you put Van Gogh? Я спросил тогда, вот куда бы ты Ван Гога отнес? Now remember, Van Gogh cut his ear off. Вспомните, это тот человек, который отрезал себе ухо. And he said, he's down here. Он сказал, ну вот сюда. So once we started sort of talking and understanding this, we could really, you could start to look at people and famous people and say, oh yeah, they're there, and so on. После того, как мы поговорили о системе этой классификации, вы можете посмотреть на известных людей и отнести их к одной из этих зон. So your heavy metal music would be down here, Поэтому все, кто играют тяжелый металл, будут вот здесь. whereas your Mozart music and your Beethovens would be up here more. А Моцарт вот здесь. Particularly the later works of Beethoven would be up here. Особенно, а также Бетховен и особенно последние работы Бетховена, которые будут располагаться вот здесь. So this person would be your, this person would be your researcher in your company. Поэтому человек, который относится к синему квадрату, это тот человек, который будет заниматься исследованиями в вашей компании. This is the person you need to develop new products. Вот человек, который сможет разработать новый продукт. This person will sell them. Вот этот человек сможет его продать. Because this is the extrovert, outgoing person who makes their dreams come true. Потому что экстраверт – это человек, который направлен вовне и может сделать свою мечту реальностью. So where would you put somebody in the army? А военных вы бы куда отнесли? Somebody in the army has to be here. Середина красная. Они должны быть убийцами. They can't be here or here. Они не могут относиться вот здесь к желтому или синему квадрату. They certainly mustn't be there. Ну, и точно не должны быть самоубийцами. You've got to have a killer in the army. В армии должны быть убийцы. So these people love uniforms. Это те люди, которые обожают форму. These people make your police. Это те люди, которые будут полицейскими. They make your traffic wardens. Это те люди, которые будут сотрудниками ГИБДД. They make your military. Это военные. Самым маленького угловочки менты. So these people are fantastic as long as they do what they're told. Эти люди умеют чудесно делать то, что им говорят. That's why they like uniforms. Вот почему им нравится форма. When they lose control, then they become wild. Но если убрать этот внешний контроль, они становятся дикими. So an angry person out of control is dangerous. Потому что злой человек, который никто не управляет, становится опасным. So this person always needs to be dominated by this or this. Поэтому люди, относящиеся к красному квадрату, всегда должны управляться кем-то из желтого или синего. When this person gets together with this person, it's chaos. Когда вместе собираются убийцы и самоубийцы, начинается хаос. This person relies on this person by 80%. Самоубийца на 80% будет полагаться на убийцу. This person relies on this one 80%. А убийца на 80% будет полагаться на самоубийцу. And nothing is achieved.
и ничего не произойдет. This person relies only 10% on this person and vice versa. Человек вот из этой зоны будет всего на 10% полагаться на партнера из синей. Okay. Куда бы вы врачей отнесли? So orthodox doctors will be here. Врачи медицины, скорее всего, будут вот здесь. Holistic medical practitioners will be А here. врачи холистической медицины вот здесь. So generally most doctors are in control of their life. Потому что в большинстве случаев врачи умеют управлять своей жизнью. А военные врачи? If they're- This would be the region of the alcoholic Зеленая область, область зеленого змея, алкоголики. or the drug addict. Или наркозависимых. This would be the region of the sectarian. Это зона сектантов. This would be the region of the gangster. Красная зона, зона гангстеров. Зеленая зона, зона зеленого змея. Сектанты, алкоголики, наркозависимые. This is the region of the prostitute. Красная зона, проститутки. I'm going to teach you how you recognize them, remember. Помните, я обещал научить каждого из вас, как ее найти. Саш страшно становится. Now, we started, Avtanta and I started to develop this concept earlier in the year. Мы с Автандилом начали разрабатывать эту концепцию в начале года. And it's very interesting, first of all, taking his color scheme, И было очень интересно сначала взять эту систему цветов, and also by the fact that he put this very light area in the middle at the top and a very dark area down below. и точно так же посмотреть на эту срединную ось, которая очень светлая вверху и очень темная внизу. And he said to me in January, you know, Chris, there are some people who are outside of this graph, this graphic Но representation. что интересно, тогда Автандил сказал мне, слушай, ты знаешь, есть, Крис, есть люди, которые не вписываются в эту схему. There are a few people who are down here. Есть очень малое количество людей, которые находятся вот здесь внизу. So below the bottom one here is a Поэтому very dark area. ниже нижнего края квадрата располагается очень темная зона. In fact, we put that area as black. Мы называем эту зону черной зоной. In the same way that the area, there are some people who are above this area in the white. И точно так же на противоположном конце срединной оси есть абсолютно белая зона. These people have a harmony, you know, of 100 or close to 100. Это те люди, уровень гармонии которых достигает 1000 или почти достигает 1000. So these people would be enlightened, Это люди просветленные, and these people would be totally non-enlightened. а это люди абсолютно не содержащие света. And the strange thing he said to me is that both these people, you won't know who they are. И что тогда сказал Автандил? Ты знаешь, так интересно, когда смотришь и на абсолютно просветленных людей, и на людей, в которых совсем нет света, трудно понять, кто они. But they know who you are. Но они точно знают, кто вы. You will not want to ever meet somebody here. Хорошо бы, чтобы никогда человека черного вы не встретили. And you certainly wouldn't want them as a patient. И вы точно не хотите, чтобы они были вашими пациентами. These are really evil people. Потому что это люди, несущие в себе зло. In the same way that an enlightened person, you won't know who they are. И точно так же, когда вы встретите человека просветленного, вы никогда не узнаете, кто он. Because they don't go around saying, hee hee, I'm enlightened. Потому что они не ходят, размахивая руками. Вот я просветленный. But you may recognize them and you can muscle test them. Но вы можете выявить их и провести мышечное тестирование.
There are supposed to be more enlightened people in the world today than there ever has been. Что интересно, складывается впечатление, что сейчас в мире все больше просветленных людей по сравнению с тем, что было раньше. So you may come across a person, or you may see them on television. Поэтому высока вероятность того, что вы встретите такого человека или увидите его по телевизору. So this person will be totally symmetrical Это люди, лицо которых абсолютно симметрично. and just radiate love. И это те люди, которые излучают любовь. This person will be in the realms of unconditional love. Это те люди, которые излучают безусловную любовь. So you will be able to, I will show you how to challenge for this. И я покажу вам, как можно провести соответствующий провокационный тест. So what we did is we put white here and black here. Что мы сделали? Мы разместили белый цвет вверху, черный цвет внизу. And therefore there must be grades along here and along here. И это означает, что здесь точно так же должна быть градация. And grades along here and along here. Вот здесь, внизу и вверху. Okay. So the real true yellow, the true 100% yellow person would actually be here. Поэтому абсолютно желтый человек, чисто желтый, будет здесь. The true blue person would be here. Чисто синий здесь. The true green person would be here. Чисто зеленый здесь. And true red person would be here. А чисто красный здесь. So if we graded the red down towards the yellow, we get orange in the middle. Поэтому, если мы наложим абсолютно чистый желтый и красный цвет друг на друга, мы получим оранжевый. If you grade the red across towards the black, you get different grades of darkening red until you get black in the middle. А если вы будете смешивать красные и черные цвета, вы достигнете черного цвета. So what we did is we built the subtle shades between each quadrant. Мы сделали оттенки цветов в каждом квадранте. And so we developed 49 squares of different shades of the colors. 49. И мы выделяем 49 оттенков. So what this, we then produce this, I produce this as a laminate. Мы сделали заламинированные таблицы. Да чтобы были здоровы. Что? Здорово, Сергей. Вот они. So we use this in the treatment room and for teaching purposes. Мы используем их как в помещениях для приема, так и в аудиториях. So if we put one of these on each table, Поэтому давайте раздадим по каждой таблице на стол. these are available to purchase at just a few dollars if you want. И вы можете But they're in English. приобрести, они стоят недорого, но они на английском языке. Olga is very going to kindly translate it, aren't you, Olga? Я обещала лично Крису, что переведу эту табличку. Then we'll produce a Russian one, which will make more sense. Тогда у Сергея будет возможность сделать ее на русском языке. Дайте телефончик. Что? Now, what we did also is to produce acetate. I could hardly hear what you were saying. Sorry, you can't hear me. What we did also is to produce an acetate. Точно так же есть доступные цветовые пленки. А у Криса есть сейчас? Что? Пленки сейчас с собой? Все равно я не слышу, что он говорит, когда он ко мне вернется. Хорошо. So the acetate is a clear. Let me show you. The acetate is a clear colour Эти пленки содержат в себе чистый цвет of each of the 49 squares. каждого из 49 квадратов. Вот, это вещь. So we produce 3 of these to a set. Набор включает 3 пленки. Okay. So, and also in addition to that, it's got the pure black, pure white. Там 49 квадратов, чистый белый цвет, чистый черный цвет. So this would detect your saint.
которые помогут вам определить степень святости. Maybe there might be a saint in this room. Может быть, кто-нибудь здесь и найдется. What was surprising is that, I hadn't really thought about this before, but after Arnold said to me, he said, where would you put most Christian saints? Для меня было удивительно, когда Автандил спросил меня, куда будут отнесены большее количество христианских святых. So I naturally said up here somewhere. Ну, я сразу же сказал, вот здесь, белый цвет. He said, no, most of them are down here. Он сказал, нет, большинство здесь, внизу в зеленом квадрате. They're suiciders, Потому что они самоубийцы. which is why they were quite happy to be burnt at the stake, Вот почему они были вполне счастливы, когда их сжигали на костре. or to be fed to the lions, or Либо когда crucified. ими кормили львов, либо когда их распинали. Interesting, isn't it? When you actually think about it. Правда интересно, на самом деле, подумайте об этом. They were fanatics, they were sectarians. Они были фанатиками, они были сектантами. Many of the early Christians were like a sectarian brotherhood. Многие христианские общины были как секты. They were almost created an elite organization. Это были маленькие сектантские братства-организации. And, elite organizations or sects can sometimes do mass suicides. Помните, чем занимаются сектанты? Массовыми суицидами. So, the point of all this is that there is a precise wave band of color to each meridian. И что интересно, что есть определенная полоса цветов, которая соответствует каждому меридиану. And to each of these emotions associated with the meridian. И что определенные эмоции соответствуют определенному меридиану. And the color will resonate exactly with the patient. И это тот цвет, который будет резонировать с состоянием пациента. So we're going to try and do it first of all by observation. Мы сначала попробуем сделать это путем наблюдения, And then we'll use the colors to confirm it. после чего будем использовать цвета для того, чтобы подтвердить свои предположения. The color is the most accurate way of determining precisely where a person is. Цвет – это наиболее точный способ определения, где локализуется пациент. This tells you exactly where the person is actually coming from within their mind, that awful word. Цвет поможет вам определить, откуда исходит человек в своем сознании. So with the acetates, we do the left half and the right half. Когда мы используем пленки, мы выделяем правую и левую половину. So you cut these out with a pair of scissors. Поэтому для того, чтобы сделать это, мы разрезаем пленку на правую и левую половину. So one of those will tell you whether you're left or right brain. Одна из них скажет вам, кто вы, право или левополушарный. Then the quadrants will tell you whether you're in the upper half or the lower half. А квадраты помогут вам решить, куда вы относитесь, к верхнему или нижнему квадранту. So in two muscle tests, you've answered the question, are they left brain, right brain, top or bottom? Итак, вы используете мышечное тестирование. Сначала определяете доминантность правого или левого полушария, используя пленки. А потом, используя четвертинки пленки, определяете, куда вы относитесь, к верхнему или к нижнему квадранту. And the last one tells you whether you're where the individual one is, which individual meridian you're coming from. А последняя пленка поможет вам определить конкретный меридиан, из которого вы исходите. So you cut these squares out. Поэтому тогда надо разрезать эти пленки на квадратики. What I do is I put them then onto the respective part on the laminate. Что я делаю? Обычно я использую таблицу и кладу каждый квадратик на таблицу. And what I learned is that Avtangel graded these into 3 columns. Что я понял? То, что Автандил выделил по 3 колонки в каждой половине. Now I've called these A, B and C. Я называю их А, Б и С. So rather than 1, 2 and 3, Я предпочитаю А, Б и С, чем 1, 2, 3. because I didn't want you to get confused with the acupuncture meridian point of large intestine 1, 2 and 3. Потому что иначе вы можете спутать эти колонки с точками меридианов 1, 2, 3.
So large intestine A, large intestine B, large intestine C. Итак, толстый кишечник А, толстый кишечник Б, толстый кишечник С. So if the person is in A, Если человек находится в колонке A, this is a person who only has one of those three criteria different. это означает, что у человека будет только одно отличие в этих трех критериях, которые мы ранее рассматривали. So remember, what you're really looking at is the angle of the orbits, Вы помните эти три критерия? Первый – это угол наклона орбиты, the nasolabial fold, носогубные складки and the angle of the mouth. и окклюзия, прикус. Okay? So you're looking at the difference between the two sides of the face. И вы смотрите на разницу So if there's в only двух половинах one лица. asymmetry, then it's in column A. Если вы видите, что отличается только один показатель, соответственно, они будут относиться к колонке А. If there's two differences, it's column B. Если только два, они будут относиться к колонке Б. And if it's three differences, it's column C. Если будет три и более отличий, к колонке С. They're just basically grades, if you like, of differences in the two portraits. Это простая система градации отличий двух половин лица. So this is a chart of Это схема. the creation at the top here and destruction down here. Это схема, где созидание вверху, а разрушение внизу. This is in all religions and all philosophies saying the same thing. И это то, что есть во всех религиях и философиях. Созидание вверху, разрушение внизу. Everything is created and everything is destroyed and recycled. Все создается, разрушается, и цикл начинается вновь. So this is in Hindu, this is in Buddhism, this is in Christianity. Это индуизм, буддизм, христианство. So in Christianity you have Genesis, which is the creation of the world, В христианстве есть сотворение, которое есть создание мира. and then you have the book of Revelation, the last book in the New Testament, which is the destruction of the world. И последнее – это разрушение, последняя книга Нового Завета, But that destruction книга Откровений. generates the New Jerusalem. Но разрушение мира приводит к созданию Нового Иерусалима. So everything is created, destroyed, but it's recreated. Все создается, разрушается и воссоздается вновь. In the 5 elements in Chinese medicine, this is called the Ko-cycle and the Shen cycle. С точки зрения китайской медицины это называется ко-цикл и шен-цикл. Ко-цикл и шен-цикл. So this person here, the left brain, in the yellow, is a very reasonable person. Человек, который относится вот здесь слева к желтому квадранту, это очень разумный человек. I would translate it accordingly to this meaning. So, Это разум. so this person would be movement of the mind towards the spirit, with the spirit. Это человек, у которого разум двигается по направлению к духу. This person would be the movement of the spirit more towards the mind. Это слева располагается человек, у которого дух двигается по направлению к разуму. So spiritually, this person would be a bit of a hermit. Hermit, somebody who lives in on their own. Человек, который располагается вот здесь, в синем квадранте, это скорее отшельник. Whereas this person would be more of a preacher. А человек, располагающийся вот здесь, это скорее священник. This person is a movement of the mind without the spirit. В красном квадрате это движение разума, который не обладает духом. So this would be more the maniacal person. Это скорее маньяк. And this person is movement of the spirit without the mind. So this is the depressive. А вот здесь в левом квадрате это скорее дух без сознания. Это депрессия. So this person here, the most unstable, will be chaotic or psychopathic.
Человек, располагающийся вот здесь, в деструктивной зоне, это хаотичный человек, это психопат. And this person at the top would be more the harmonious or the real saintly person, enlightened person. А человек вот здесь, располагающийся ближе к просветлению, это гармоничная личность, это святой. Right. So before we do the actual taking of the portraits, is the coffee ready? Yes. So just hold for 1 minute, and I just want to show you. До того, как мы сделаем перерыв, подождите 1 минутку. Хотелось бы показать вам одну фотографию. This man last Christmas boarded a flight in Amsterdam to Detroit. Это человек, который взорвал самолет, который летел из Амстердама в Детройт прошлой зимой. And I think it was on Christmas Day, as the plane came into Detroit, he decided he would blow the plane up. И насколько я помню, это было Рождество, когда он взорвал этот самолет. By injecting a fluid into a powder which is sewn into his underpants. Он сделал это следующим образом. Он ввел жидкость, порошок, который располагался у него на ноге. This is called Flight 253. Номер самолета был 253. And he's called Abdul Farouk. Его зовут Абдул Фарук. Now I thought when I saw Abdul Farouk, I thought, I wonder if he fulfills the criteria of being the perfect terrorist. И когда я посмотрел на его фотографию, мне стало интересно, насколько его лицо соответствует базовому портрету террориста. Because at first he looks fairly symmetrical. Потому что при первоначальном взгляде кажется, что лицо симметрично. No. So what I did is I did the phase portrait of him И я сделал фазовый портрет and built 2 pictures. и достроил симметричное изображение. Now we'll see that if we draw horizontal lines that there's quite a lot of difference. Look at the angles of the eyes here. Сейчас, когда мы нанесли горизонтальные линии, посмотрите, какова разница. Посмотрите на угол наклона орбиты. This one is horizontal and this one is more sanguine. Слева горизонтальный ход, справа сангвинический, приподнятый наружный. Look at the nasolabial folds. Посмотрите на носогубные складки. Different angle together. Посмотрите сходящийся угол. And this lips, this is more horizontal and this one is more depressed. И посмотрите на правом изображении линия губ ровная, на левом опускающиеся вниз кончики рта. Злость, депрессия. Now I want to teach you how to determine from the facial observation whether he's left-brained or right-brained. Теперь давайте перейдем к следующему. Я хочу показать вам, как определять доминантность полушария, правого или левого. So there's certain questions that you ask yourself to interpret whether this person is left-brained or right-brained. Вы можете задать себе или вашему пациенту несколько вопросов, чтобы понять, какое полушарие доминирует. This person is right-brained, У этого человека доминирует правое полушарие. which made him a suicider. И это значит, что он самоубийца. He was not a terrorist. Он не был террористом. All he wanted to do was to blow himself up Все, что он хотел сделать, это убить себя самого and go down in history. и остаться в истории. If he had any logic in him, left brain, he would have done the job properly. Если бы у него было хоть немного мозгов, он бы сделал это так, как нужно. He didn't. He ended up being overpowered, and I think he burnt himself. Но на самом деле его суицид был неудачным. That's not a left-brainer. Ну не получилось там. Это значит, что там точно не доминирует левое полушарие. A left-brainer is a logical thinking person who would have practiced that time and time and time again. Человек с доминирующим левым полушарием сначала бы потренировался. What they should have done on this aeroplane is to put a different colour in the room. Все, что нужно было сделать сотрудникам авиакомпании на этом самолете, это раскрасить самолет в другие цвета. And played some nice classical music. Включить классическую музыку.
And he might have forgotten all about blowing a plane up. Он вообще мог забыть о том, что он хочет взорвать самолет. This guy was a depressive. He was a suicider. Парень-то был в депрессии, он был самоубийцей. It's quite interesting because most of these so-called terrorists are actually depressives. И это действительно интересно, потому что многие из террористов на самом деле находятся в состоянии депрессии. I'm just going to show you a couple of pictures before we have our coffee break. И хочу показать вам еще несколько фотографий до того, как мы пойдем на перерыв. Большое спасибо, мне плохо слышно. This is a girl who comes on seminars in England. Это девушка, которая приезжает ко мне на семинар в Англию. Темная. This is a girl who is virtually totally symmetrical. Девушка почти полностью симметрична. This is a girl who is phenomenally attractive to men. Это девушка, которая удивительно привлекательна для мужчин. It's what men look for in a woman is symmetry. То, что делает женщину красивой в глазах мужчины, это симметрия. When a man sees asymmetry in a woman, he knows he's got problems. Потому что, когда мужчина видит в женщине асимметрию, он знает у нее проблемы. Because there's two sides to the woman. Потому что у нее есть две женщины. Громче говорите. As Avtandal said, Повторите последнюю фразу. В ней две женщины. Большое спасибо. Если вы не будете разговаривать, вам будет лучше меня слышно. as Avtandal said, he said, you know what a man really wants? Как говорит Автандил, вы знаете, что мужчина хочет на самом деле? He said, you want a left-brain woman during the day and a right-brain woman at night. Он говорит, что ему нужна женщина, которая мыслит левым полушарием в течение дня и правым полушарием в течение ночи. So this girl was a very good example of somebody who would be very high up in the stability position. Эта девушка находится на очень высоком уровне стабильности. So we might put a, if we had a face portrait И here, если мы сделаем фасовый портрет, she probably would be there or there. будет где-то вот здесь или здесь. Okay. So you can see from that she's extremely happy and emanates. Вы видите, насколько она счастлива и как она излучает любовь. Now this is somebody else who was also on that same seminar. И это еще один человек, который также был на семинаре. And this person is also very symmetrical, И это также очень симметричный человек, but in a very different way. но совершенно другим образом. This person is sad. Человек печальный. Okay, this is not a happy person. Он несчастлив. So this person is in harmony, Этот человек гармоничен, but more down here. но скорее больше здесь внизу. Okay. He's not a terrorist, by the way. Он не террорист, между прочим. But he was going through a difficult period in his life. Но в этот момент он проходил через сложный период в своей жизни. So there's probably times when we all go through difficult times, when we probably look like this, and there's times when we're much happier. У каждого из нас в жизни есть периоды, когда мы выглядим скорее печальными, а потом, когда мы выглядим счастливыми. Now here's a man who you would have said is very stable. И вот про этого человека можно сказать, он очень стабилен. Probably one of the most stable men in the world. Наверное, один из самых стабильных человеков в мире. Until you do a face portrait. Ровно до того момента, пока вы не сделаете фазовый портрет. This man is entirely right brain. Здесь полностью доминирует правое полушарие. Okay. This man has all the ideas. Он живет в мире идей. Phenomenal what he achieved in his spiritual brain. И просто поражает, каких результатов он достиг в своем духовном мозге. But he had absolutely no logic. Но у него нет логики, совсем нет. So the country fell apart, Он развалил страну. although he created the breakdown totally of apartheid and became overwhelmingly popular as a president. He couldn't do the actual running of the country. Ну и несмотря на то, что он изменил очень много и стал очень популярным человеком в мире, страной управлять он не умеет.
in earlier days, his left brain, of course, was Winnie Mandela, his wife. На ранних этапах его левым полушарием была его жена. Now, I don't know whether you're familiar with Winnie Mandela. Do they know who Все Winnie? знают Winnie Мандалу. She was actually jailed for killing somebody. Она на самом деле была посажена в тюрьму за того, что она кого-то убила. So she was left brain, but down in the red zone. Поэтому она была левополушарна в красной зоне. This man Вот этот человек. is going to learn whether he's left brain or right brain. Мы поговорим о том, кто он, правополушарный или левополушарный. Левый. We're not going to judge it by the width of the head. We're going to judge it by those angles of the eyes, the nose, and the mouth. Давайте не будем делать выводы по размеру головы. Мы будем смотреть на угол наклона орбиты, носогубную складку и линию губ. This man is right brain. Он And I'll show you how you take правополушарный. that. This man is full of ideas, Он полон идей, but he'll wreck America. но он, скорее всего, развалит Америку. America is already so much in debt, it's unbelievable. Долги Америки сумасшедшие, в это невозможно поверить. So he has no logic, Логики у него нету, full of good ideas. но очень много хороших идей. So he needs a good left brain Michel Houellebecq. Ему надо, чтобы у Мишель с левым полушарием было все в порядке. This one is actually a very sad person. И в то же время, посмотрите, This вот is a здесь depression. очень печальный человек, в депрессии. This man Это человек, Элвис Пресли. This man, I won't tell you which one he is because you'll work it out a bit later on. But you Я can see again very different, two different, very different people. пока не буду говорить, какой полушарие доминирует, мы поговорим об этом позднее. This man Ага, again, you'll be able to determine whether he's left brain or right brain, Наверное, у вас уже сложилось or no brain. какое полушарие доминирует, правое, левое или никакое. никакое. But interestingly, the picture is precisely the same with his father. И что поражает, это до какой степени его лицо напоминает лицо его отца. So, like father, like son in this case. Отец и сын. And we'll just finish up with this one. И мы закончим вот с этим человеком. Now, this one is interesting, isn't it? Because Посмотрите, насколько интересное лицо. this one is symmetrical, Потому что оно почти симметрично. partly through plastic surgery, I suspect. Ну, возможно, благодаря, в том числе благодаря пластической хирургии. But is this man happy? Но счастлив ли этот человек? No. Нет. He calibrated right down the bottom, Он падал сверху in the вниз. middle. Он в середине. And when somebody calibrates down in the bottom, in the middle, death is near. И когда кто-то находится ровно посередине, в самом низу, It это might, значит смерть рядом. it might be an accident, it might be an illness, but its death is not too far away. Это означает, что смерть рядом. Каким путем? Несчастный случай, заболевание неизвестно, но смерть рядом. So this is charting his progress from being a child before he went on stage at age 6 or 7. Вот как развивался Майкл Джексон в течение своей жизни. Вот он ребенок до того, как он вышел на сцену в возрасте 6-7 лет. This one is when he's 10 or 11 Под номером 2 это возраст 10-11 and лет. starting to appear on stage. Это тот возраст, когда он начал выступать на сцене. This is number 3 when he's already a well-known actor at the peak of his career. Под номером 3 Майкл Джексон на пике своей популярности. And number 4 is before his death. И 4 незадолго до своей смерти. So he became a depressive and a manic at the end. Он стал, у него развилась депрессия, он стал маньяком.
He was totally manic about cleanliness, Он был полностью помешан на чистоте. you know, to a total obsessive way of washing and cleaning continually. До состояния обсессивного, до состояния навязчивости, когда он постоянно мыл руки и все вокруг. So you can track, by using old photographs, you can track a person's change in their life. И используя старые фотографии, вы можете проследить свой путь или путь другого человека по ходу жизни. So you can take, with the internet photographs, you can get photographs of people in their younger days and as they got older. Иногда вы можете взять эти фотографии из интернета, либо попросить, чтобы вам принесли детские фотографии среднего возраста. Okay, so let's have coffee and then we'll start doing some photographs. А теперь давайте выпьем кофе. The best way to do the picture is with a webcam. Итак, лучший способ сделать фотографию – использовать веб-камеру. Because it's a low resolution. Потому что там будет низкое разрешение. Низкое. If you use an ordinary camera, you want to change the resolution to being lower. Господа, тишина! Используете обычный фотоаппарат, цифровой фотоаппарат, установите в нем низкое разрешение. If you have a high resolution, you'll get a big picture. Если у вас высокое разрешение, у вас будет очень большая картинка. So you need to take a picture about a meter away from the patient, from the Вам надо person. делать фотографию с расстояния 1 метра. And you need to be able to just put the hair behind the ears. Таким образом, чтобы волосы располагались за ушами, чтобы уши были открыты. And the reason for that is that you know then the head isn't turned. И положение ушей поможет вам понять, повернута ли голова или нет. Этого не должно быть. So the person's head must be straight with no rotation. Голова пациента должна смотреть прямо вперед, без компонента ротации. And the person must look into the lens of the camera, not to you. Человек должен смотреть прямо в объектив, а не на вас. And no flash, И вы не должны использовать вспышку. otherwise people blink Иначе люди моргают. or they get a red eye. Либо у них появляются красные глаза. Now, in the program, Давайте откроем программу. in the those of you who downloaded it from the memory stick, Так, те из вас, кто скачал себе на компьютер программу, okay, in there will be a PowerPoint called DCD with one portrait. там будет презентация в PowerPoint, которая называется DCD, один портрет Петра. Нашли? So we're going to keep that open just simply to put the portraits into. Давайте мы будем сохранять этот слайд открытым и будем просто вставлять туда фотографии. Какой слайд еще раз можно? DCD-1 One Open portrait. Okay. Now, when you take a webcam or your camera pictures, they download into a folder somewhere. Когда вы скачиваете фотографию, которую вы сделали с веб-камеры или с фотоаппарата, они находятся где-то на вашем компьютере, в какой-то папке. This is always the hard thing to find where your picture is. Самая большая проблема – это найти, куда же они скачались. Okay. Now, in the download that you've done is a program called Fast Viewer. Вы скачали с флешки программу, которая называется Fast Viewer. Fast Stone Image Viewer it's called. Fast Stone Она Image Viewer. называется Fast
Stone Image Viewer. Okay. Fast. Fast Stone Image stone. Viewer. So when you open it up, it'll have an image like this. See this icon? Когда вы ее откроете, у вас на рабочем столе появится иконка с глазом, как вот это. Yeah. Let me show you. Was this the? Oh, you're down there. First one image viewer. Да, это первая папка, которая у вас открывается. If you, the viewer is simply an editing program. Эта программа, это просто программа для редактирования. So you need to open the part which has got the picture of the eye on it there. И это значит, что вы должны кликнуть ту иконку, на которой нарисован глазик. So it should bring up then the files of your pictures. И у вас должны появиться ваши картинки. Now on the bar here will be your files. Тут будут располагаться ваши фотографии. It tends to default to my documents, Обычно эти фотографии падают в мои документы. and inside my documents is my pictures. И уже внутри документов вы выбираете папку «Мои картинки». And then there'll be a variety of different files of usually different dates that you've taken series of pictures. И там будут различные файлы с разными датами картинок, которые вы сфотографировали. But mine is defaulted to QuickCam, which is my webcam. В моем случае эта папка называется QuickCam, а это название моей веб-камеры. So we should find then the pictures at the bottom here, which we do. И там мы находим те картинки, которые мы сделали сейчас. Okay, so these are all the pictures I've just taken. Это все те фотографии, которые мы только что сделали. So we can open now any picture up that we want to Поэтому сейчас мы можем открыть любую фотографию, которую мы делали. by just double clicking on the picture. Сделав двойной клик мышкой на этой фотографии. Okay? So that's the easy bit. Ну как, все справились? The only reason we're doing this is Единственная причина, по которой мы это делаем, to crop the picture это для того, чтобы использовать картинку and to rotate it if necessary. и повернуть ее, если это необходимо. With practice of taking the pictures, you won't need to do the rotation. А по мере того, как вы будете часто делать фотографии, у вас не будет проблем с сохранением ротации. If you get your picture right the first time, you'll need the minimum amount of editing. Если вы с самого начала сделаете хорошую фотографию, редактирование почти не потребуется. But this Faststone is a free downloaded program И эта программа, это бесплатная программа. and can rotate the picture by 0.1 degree. И она может поворачивать картинку с точностью до 0,1 градуса. So it's pretty, you can do very fine movements. Это означает, что вы можете очень тонко управлять изображением. So let's take this one as our first example. Давайте выберем эту фотографию в качестве первого примера. So what you need to do is to right click on here. Что вам нужно сделать? Кликнуть по правой кнопке мышки или тачпэд, да? And go to edit because we're going to crop the picture. И выбрать редактировать или edit, потому что мы будем редактировать фотографию. So from edit you then go down to crop. Из редактирования мы выбираем функцию crop. So crop means to cut out. Crop означает вырезать. So we take our what do you call that? Cross section. Cross. What? Cross. Yeah, I don't know what you call it. Крестик. Okay, you just call it. Yeah, okay. You just call it a cross. It's Okay. called Okay. a cross in Russian. Okay. So what you want to do is to edit the picture Мы редактируем картинку. by just taking the cross here. Устанавливаем крестик вот сюда, курсор. Now I don't really need the hair. И на самом деле волосы нам не нужны. Not that he's got too much.
Ну, здесь их и так не так много. But what we don't want is a parting. Но то, что нам не нужно, это разрезать лицо каким-то Because образом. if you've got a parting, when you do the double portrait, you'll have two partings on one side and no parting on the other. Потому что если это асимметрия, то потом, когда вы сделаете двойной фазовый портрет, получится, что одно лицо есть, а второго нет. So usually just lateral to the ears is enough. И обычно выбрать изображение по краю уха вполне достаточно. And below the chin. И ниже подбородка. That's all we really need to see. Вот это все, что нам достаточно. So then you go to the right hand side to where it says crop. После этого вы переходите на правую сторону изображения And left click. и делаете клик по левой кнопке мышцы. Now, if you need to rotate the picture, Если вам нужно повернуть картинку, you right click again, вы опять кликаете по правой кнопке мышки, go to edit again, опять выбираете функцию Edit или редактировать and then go to rotate by any degree. и выбираете функцию повернуть на какой-либо угол. Now, the point of reference that you always use is the middle of the bridge of the nose. Точка отсчета, которую вы всегда используете, это середина спинки носа. So right there is the point that you always use as your reference point. Вот это ваша точка отсчета. We call this the glabella. Мы называем ее глабелла. Glabella? Все знают это слово. And you're going to line the glabella up to the symphysis mentae of the chin. И вы должны сопоставить глабеллу и симфиз подбородка. So you use this as the reference point always. Это две точки отсчета. This is important because many people have broken their noses. Это очень важно, потому что у очень многих людей сломаны носы. So don't use the tip of the nose. Поэтому, пожалуйста, не используйте кончик носа. This is the reason why you need to see the ears. И вот зачем вам нужно видеть уши. So that you can line the head up. Для того, чтобы определить наклон или поворот головы. If you can see both ears, then probably you're pretty much central position. Если вы можете увидеть оба уха, то, скорее всего, человек смотрит вперед. We can edit this way, Мы можем чуть-чуть исправить боковой наклон, but we can't edit that way. но мы не можем исправить ротацию. So that's why you need to see both ears, really. Вот почему нам нужны уши на фотографии. So this little part, we'll rotate it by 0.1 degree. Вот таким образом мы можем исправлять десятые градусы поворота. One Точнее, way бокового наклона. or the other way. В одну или другую сторону. Okay? So it's a very, very good little program. Правда, очень удобная программа. Most editing programs will do it by 1 full degree, but not by 0.1. Потому что очень многие другие программы для редактирования фотографий не дают вам такой точности. Они будут регулировать градусы, а здесь десятые градусы. So I was pretty accurate with the picture there to begin with. И вот смотрите, мы вполне точно взяли исходную фотографию. So when you've done your editing, if necessary, just press OK. После того, как вы отредактировали изображение, нажмите ОК. And then go back to right-clicking. И вернитесь опять назад и кликните правой кнопкой мышки. And we now need to save the picture. И теперь нам надо сохранить изображение. So you just press Save As. Выбирайте название Save As, сохранить как. And you press the Save. И выбирайте сохранить. And it'll ask you whether you want to overwrite this as the new picture. После чего появится иконка, которая спросит вас, хотите ли вы сохранить ее вместо исходного изображения. In other words, to replace the old picture with the new picture. Для того, чтобы заменить старую картинку новой, So press Yes. нажмите «Да». That's done, that's finished with now. Теперь мы полностью закончили с редактированием фотографии. So you just press your Escape button from the program. И нажмите
ESC. Okay, so now that comes back into your pictures. They're all nicely edited. Теперь давайте вернемся в каталог, где располагаются фотографии. Okay. Now I'm going to show you just how to use on paint. И сейчас я покажу вам, как использовать цвет. So every PC has Microsoft Paint. У каждого, на каждом компьютере стоит программа Microsoft Paint. So you go to all programs Поэтому вы выбираете все программы, and you go to accessories. вы идете в Accessories, And down there you'll see paint. и вот там будет функция Paint. So maybe you've got other editing paint programs, Может быть, у вас есть какая-то другая программа, and there are the equivalent on Macintoshes. и есть аналогичные программы для Макинтошей. Many people have Macintoshes. So Macintoshes have slightly different programs, I'm afraid. Для Макинтошей там немножко другое программное обеспечение. Now, you need to bring your picture now into Paint. Теперь вам надо открыть вашу фотографию в Paint. So you can do this in a variety of ways. Есть несколько возможных вариантов, как это можно сделать. The way I do it is I just go to Open, Я обычно делаю это через функцию «Открыть». and then I've got to find my webcam. Выбираю File. вкладку, где лежит фотография. Webcam, here we are. Okay, and then I know my picture was right down the bottom, was the last one. Я знаю, что моя фотография была последней. So there's, where is this guy? Простите, пожалуйста, а где человек, который на фотографии? Где вы сидите? Oh, there you are. What's he called? Как вас зовут? German. Герман. Герман. Oh, German. German. Okay. Is that open? Oh. Не выбрали. Oh, so lost it then. Okay. Right, now in Paint, this is called the canvas. Теперь мы используем полотно, Okay. Just like as you would paint. как будто бы мы рисуем. This darkened area is not the canvas. Вот это вот темное поле здесь, это не холст. So Это полотно холст. we need to make the canvas a little bit bigger than what it is. Нам надо сделать холст немножко больше, чем он сейчас. So you'll see there's a little double arrow at the corner there. Видите, тут есть такая двойная стрелочка. What you're going to do is to pull that over to the right side. Сначала растяните изображение вниз. Вниз Okay. вправо. Otherwise, this darkened area is behind the canvas, so you lose your picture. Иначе эта темная поверхность находится позади холста, и вы потеряете свою картину. Now we're now going to go and to our select tool, which is the little dotted squares. Сейчас мы выберем одну из иконок, вот это вот такой пунктирный квадратик. And we're going to draw and select half of his face. И выберем им половину лица Германа. Sorry, I lost him. So we're going to take his right-hand side of his face. Сначала мы выберем правую половину лица. Okay? Now you can either go to edit now И теперь вы можете либо перейти к редактированию and copy и сделать функцию выполнить копирование, and paste. Выбрать функцию копирования и повторно вставить половину изображения. Or you can go to Control and C Либо вы можете выбрать функцию контроля and Control and V.
либо сделать это через комбинацию кнопок Ctrl-C, Ctrl-V. So you need two right-hand pictures. Вам надо получить два изображения правой половины лица. We now go to Image, Теперь мы выбираем функцию изображения and you're going to go to Flip and Rotate. и выбираем функцию щелкнуть и повернуть. And flip horizontal, I think it is. Делаем повернуть горизонтально. So now you've got two right-hand portraits. Теперь у нас есть два зеркальных портрета правой половины лица. So you simply bring them together. И мы сопоставляем их. And that's О, спасибо. okay. So that's if you always get into the habit of doing the right one first, you won't forget which is which. Если вы всегда будете сначала делать правый фазовый портрет, а потом левый, скорее всего, вы не запутаетесь, какой из них какой. So Control and C. Теперь то же самое, Ctrl-C. Oh, Ой, ask him. This program is a bit savage. It doesn't allow you to go back too often, only once. It only allows you to make one mistake. жестокая программа, не всегда позволяет делать ошибки. So copy and paste. So that's the left one. Вот левая половина. And let's paste another one. И давайте сделаем еще одну левую половину. With this one we need to go to Image Теперь давайте выберем функцию изображения and Flip and Rotate. и перевернуть изображение. Bring these two together. Перевернем его горизонтально и сопоставим. And hey presto, we got two Germans. И увидим изображение двух Германов. Еще раз, как зеркально сделать? Ну, очень похоже. Image. One. Я посмотрю. Image. Flip and rotate. Flip horizontally. So you can see whether you've got a good cut down the middle by the width of the nose. Вы можете посмотреть, насколько хорошо вы выбрали середину лица по ширине носа. So if the width of the nose here is the same in both portraits, you've done a pretty good job. Если ширина спинки носа одинакова на обоих изображениях, это значит, что вы разрезали лицо точно посередине. But if one nose is very wide and the other one is very narrow, you haven't got a midline cut. Но если на одном изображении нос очень широкий, а на другом изображении нос узкий, это значит, что вы не вышли на середину. But we can see his nose is very different, isn't it? Но давайте посмотрим, вот здесь нос существенно отличается, правда? Да. Has he broken your nose? Простите, пожалуйста, у вас нос был сломан? Yeah, he's had a broken nose. Okay. Now I'm going to just now transfer these pictures to the PowerPoint. Я перенесу эти изображения в PowerPoint. So I'll go back to my PowerPoint with one portrait. Я вернусь к одному слайду в PowerPoint. And this is his original picture, И это исходная картинка, which I'm just going to keep, but we don't really want to look at. которую я сохраню, но мы будем мало ею пользоваться. Then we'll take his right face. Теперь возьмем картинку правой половины лица, фазовый портрет правой половины лица. So the whole procedure should not take more than about 2 minutes. В целом это не должно занимать больше 2 минут. And the procedure can be done really by anybody, it doesn't have to be done by anybody medical. И для того, чтобы произвести такие действия с фотографией, не обязательно иметь медицинское
медицинское образование. So I'm literally just cutting and pasting those into PowerPoint. Потому что все, что здесь делается, это нажимается комбинация кнопок Ctrl-C, Ctrl-V. The reason for this is so that we can actually make them a bit larger. Мы можем сделать изображение немного больше. We can actually put him then on the charts. И можем разместить их на фотографии. So when we come to analyze him, we can say, where is he? Поэтому позднее, когда мы будем проводить анализ, мы скажем, где находится Герман. So we can come to a conclusion Мы можем прийти к выводу, precisely where he's going to be. к точному выводу, где он располагается. So sometimes seeing the picture bigger is harder to interpret than when it's smaller. Иногда бывает сложнее интерпретировать более крупную картину, чем более мелкую. Okay, now let's just hide that a minute Давайте спрячем. and let's go back to the presentation. И вернемся к презентации. So we've taken our picture and we've done our cutting. Мы подготовили картинку. Быстро ее. Now I'm going to just jump a little bit. Сейчас я чуть поскочу на слайде. The facial muscles are primarily innervated by 3 nerves. Мышцы лица получают преимущественную иннервацию от 3 черепно-мозговых нервов. So we have the oculomotor nerve, У нас есть глазодвигательный нерв, which we know does most of the eye, the intrinsic eye muscles. который иннервирует большую часть мышц глаза, And intrinsic muscles. наружных и внутренних мышц глаза. But most important, the oculomotor supplies the levator palpebrae superioris, or the superior eyelid. Но также важно запомнить, что глазодвигательный нерв иннервирует мышцу, поднимающую верхнее веко. Okay, so basically, oculomotor 3 opens the eye. Поэтому, грубо говоря, глазодвигательный нерв открывает глаз. It's primarily parasympathetic, Это преимущественно парасимпатический нерв. so it constricts the pupil. Поэтому он вызывает сужение зрачка So it's for close-up vision. и обеспечивает зрение на небольшом расстоянии. Which is why, one of the reasons why the patient has to look at the camera. Вот почему мы просим пациента смотреть в камеру. So you can basically see which eye is looking at the camera. И, грубо говоря, мы можем посмотреть, каким глазом он смотрит в камеру. There is general agreement that the oculomotor fibers are almost completely ipsilateral in their course. В настоящий момент общепринято, что волокна глазодвигательного нерва идут к тому же полушарию. In other words, the right brain operates the right eye. Ипсилатерально это означает, что правое полушарие и ядро третьего черепно-мозгового нерва иннервирует мышцы правого глаза. At the most, a few axons may cross to the opposite side. Самое большое, лишь отдельные аксоны пересекают срединную линию. Now the abducens and the trochlea only really innervate the extraocular muscles. Отводящий нерв и блоковый нерв
иннервирует только наружные мышцы глаза. But the facial nerve Но лицевой нерв contains 28,000 fibers on each side of the face. содержит около 28 тысяч волокон на каждой стороне. And these are the major muscles that it supplies. И вот здесь перечислены основные мышцы, которые он иннервирует. So practically all the face is operated by the facial nerve. Практически все мышцы лица иннервируются лицевым нервом. It receives fibers from both the cortical nuclear tracts in the lower part of the pons Он получает волокна от кортиконуклеарных трактов моста and by aberrant pyramidal fibers which descend in the medial lemniscus. и аберрантных пирамидальных волокон, которые опускаются вниз по медиальной петле. The fibers from the contralateral side Волокна от противоположной стороны contribute to that part of the nucleus which supplies the muscles of the lower part of the face. волокна с противоположной стороны переходят на ту часть, которая иннервирует нижнюю половину лица. So everything below the eye is supplied from the contralateral side. Все, что находится ниже глаза, иннервируется в противоположном полушарии. So the right lower face is innervated by the left facial nerve. Поэтому все, что находится ниже глаза, на правой половине лица, иннервируется левым лицевым нервом. So those muscles above the eye are bilateral, they're ipsilateral and contralateral. Все мышцы, которые располагаются выше глазной щели, имеют двухстороннее представление, а это значит, иннервируются с одной и другой стороны. So the muscles are above the eye on the left side are innervated by the left and the right facial nerve. Это означает, что мышцы, располагающиеся выше глазной щели слева, иннервируются и правым, и левым лицевыми нервами. So the oculomotor nerve opens the eyelid and focuses you in. Поэтому, как вы помните, глазодвигательный нерв открывает глаз и обеспечивает фокусировку. And primarily the facial changes the shape of the face. А лицевой нерв в большей степени изменяет форму лица. So facial processing has been studied using measurements of mean cerebral blood flow. Скорость обработки информации лицевого нерва оценивалась при помощи изменения скорости мозгового кровотока. During facial recognition tasks, greater changes in the right middle cerebral artery than the left have been demonstrated. Были проведены исследования, когда пациенты оценивали выражение лица, и при оценке выражения лица другого человека в большей степени происходит изменение кровотока в бассейне правой мозговой артерии, чем в бассейне левой. It has been demonstrated that men were right lateralized and women were left lateralized during these facial processing tasks. Что интересно, мужчины в большей степени использовали правое полушарие, в то время как женщины левое. So this proves the fact of what we said yesterday, that men, or the masculine side, is the predominant right brain and the feminine side is the left. И это свидетельствует в пользу того, о чем мы говорили вчера, о том, что мужчины в большей степени правополушарны, а женщины левополушарны. Now, we've got to now determine is this bit of information. Сейчас мы вернемся вот к этому участку информации. So we're going to try and answer these questions. Мы попробуем с вами дать ответ на следующий вопрос. The heating. So we have 4 questions we have to ask. Мы должны задать 4 вопроса. So we've got to determine whether the person is left or right brain. Мы должны ответить на вопрос, активность какого полушария преобладает, правого или левого. We've got to determine whether they're in the top half or the bottom half. Мы должны определить, где они находятся
на разобранной номерами цветовой схеме, вверху или внизу. We've got to determine if they're in column A, B or C. И мы должны определить, к какой колонке они относятся, А, Б или С. Now you do this by looking at the two portraits. Мы делаем это, оценивая два изображения. Okay, so the first question, if you like, is which is the dominant side? Первый вопрос мы задаем, какое полушарие доминирует. So we're going to be looking at the picture and saying which one of the two portraits is looking at you. Для этого мы отвечаем на вопрос, портрет какого полушария смотрит на нас. So the one that's looking at you is the dominant side. Тот портрет того полушария, который смотрит прямо на вас, это портрет доминирующего полушария. Because the oculomotor nerve is ipsilateral. Потому что иннервация глазодвигательного нерва идет к тому же полушарию. So which one perceives information from the external world? И когда мы определяем, какое полушарие смотрит на нас, это значит, что это полушарие воспринимает информацию из окружающего мира. Which one is going forward in the world? Какое полушарие идет вперед, ближе к миру? Which one would people choose as their leader? Какое полушарие люди выберут как лидера по фотографии? Avhanda always says, the bottom of the line there is, which one would win a fight? Автандил часто говорит, особенно для тех, кто внизу, кто из них выиграет сражение. But the one I prefer, which is the very quick, easy way, is which one is the more open eye? Но я для себя выработал другой, более простой критерий, на какой стороне глаз шире. So look at me. Посмотрите на меня. Look at me. Which eye is more open? Какой глаз шире открыт? The right one. The right one. That's why immediately you can say I'm right brain. Вот почему вы сразу можете сказать, что у меня преобладает правое полушарие. Immediately. Okay? Сразу же. Now, in many of you I can see some of you are left brain and some of you are right brain. Глядя на вас, я могу сказать, что у кого-то доминирует правое полушарие, у кого-то левое. So stand or sit about a meter away from the person next to you Пожалуйста, сядьте на расстоянии метра друг от друга and stare them in the eyes. и посмотрите им в глаза. So see if you can answer these questions. Можете ли вы ответить на этот вопрос? Which one is looking at you? Какой глаз смотрит на вас? Тишина. Which one is in contact with the world? Какой глаз взаимодействует с миром? Доминирует. Which one is the more open eye? Какой глаз открыт шире? Глазная щель. You mean the eyelid? Yeah. Глазная щель. Разговоры. Бесполезно, ага. По голове стукайте, кто говорит. Все на камере. Правое полушарие, правый глаз. Okay. So maybe you've done your first bit of analysis. Может быть, вы уже закончили первый этап анализа. So to do the first analysis, you can do this on television tonight. Вы можете потренироваться вечером, включив телевизор. Just look at any actor. Посмотрите на актеров. Look at the newsreaders. Look at the politicians. Посмотрите на ведущих новостей. Посмотрите на политиков. Okay. If the politician is right dominant, they've got some good ideas. Если у политика шире правый глаз, то у них больше идей. But probably no logic. Но, возможно, нет логики. If they're left brain, they're probably very logical. Если у них шире левый глаз и доминирует левое полушарие, они очень логичны. But no new ideas. Но никаких новых идей. So let's go back now to German. Давайте вернемся к портрету Германа. So which one is looking at you? Какое изображение смотрит на вас? Don't make the decision too fast. Which one is looking at you?
Кто из них смотрит на вас? Which one would win a fight? Кто из них выиграет битву? Which one would people choose as a leader? Кого люди выберут как лидера? Левый. The left one. The difference in the eye opening is not that great, is it? Правда, не такая большая разница ширины глазной щели. So the general view here is he's probably left. It's not always the bigger head. Я бы скорее сказал, что здесь левое полушарие, но это не коррелирует с размером головы. But there certainly is a substantial difference in the two sides of his head. Но можно однозначно сказать, что правая и левая половина головы существенно отличаются по размеру. So the general view is that he's probably left side dominant. Складывается впечатление, что у него доминирует левое полушарие. This would put him somewhere in the yellow or the red area. Это означает, что он будет в желто-красной зоне. That's the general verdict of the room. Anybody here disagree and think that he's right brain? Кто здесь не согласен и думает, что у него доминирует правое полушарие? Есть ли Pretty такие? good. Everybody's in agreement. Чудесно. Все пришли к согласию. Okay. Right. Question number 2. Вопрос номер 2. We already know he's not a terrorist Мы все знаем, что Герман не террорист. because he would be perfectly balanced. Потому что тогда он был бы полностью сбалансирован. So you've already made a decision there. Мы уже сделали вывод. Okay. So question number 2. Вопрос номер 2. Is the difference in the two portraits? Есть ли разница в 3 критериях оценки изображения? So remember, you have to look at the two portraits now. Is the difference small, medium, or large? Насколько отличаются эти изображения одно от другого? Okay. Немного, умеренно или значительно? So small means basically one asymmetry. Немного это означает, что только один из показателей асимметричен. Medium would be sort of 2, Умеренно означает 2, and large would be 3 or more. а значительно 3 и больше. Okay, so what we're trying to do now is to divide him up whether he's in column A, B, or C. Мы пытаемся отнести Германа к колонке А, Б или С. So let's have a look at the two portraits. Давайте посмотрим на 2 изображения. So we're going to look at the angle of the eyes first, aren't we? Мы будем смотреть на угол орбиты. They look pretty good, pretty much the same, don't they? Кажется, что они одинаковые на обеих сторонах. They're both. It's difficult unless you actually put something on it. Немножко сложно, давайте. Программа что, Одинаково. показывает, что ли? Сетку только ввести. They're pretty horizontal on both sides. Практически горизонтальная. Вкладки. But we can see that the angle of the nasolabial folds is a little different. Мы видим разницу в наклоне носогубных складок, And the lips look different. и губы отличаются друг от друга. Линия губ. This one is more of a, Слева уголки рта скорее опускаются вниз, and this one is more horizontal. а справа скорее горизонтально. So the angle of the nasolabial folds is a little different because of the different sizes of the head. Но погрешность в ходе носогубных складок может возникать за счет разных размеров лица. But the general overall view here is that there is a difference, Но в distinguishable. целом можно сказать, что здесь есть существенно заметные отличия. So if in doubt, always take the middle route. Если это так, давайте останемся в центре. So I'm going to put him in the middle here, column B. Колонка Б. 2 отличия. Okay, he's going to be somewhere, I think, in there. Где-то вот здесь.
So we've established he's left brain and he's probably column B. Мы установили, что у Германа доминирует левое полушарие, и он относится к колонке Б, ко второй колонке. Now, the next question, number 3, basically is to determine whether he's in the top half or the lower half. Теперь, что нам важно установить, это где Герман находится по вертикальной оси, сверху или снизу. And for this, again, we need to see these qualities in both portraits. И для этого мы должны оценить следующие качества на обоих портретах. Okay, so this is the sum of the two portraits. Это сумма двух портретов. So you may see some of these qualities in one portrait but not in the other. Вы можете увидеть часть из этих качеств на одном портрете и не увидеть на другом. In which case the person fails the question. И это означает, что ответ отрицательный. So you have to see these qualities in both portraits. Ответ положительный на вопрос только в том случае, если эти качества присутствуют на обоих портретах. So remember, primarily, those people in the upper section, upper half, are in control of their world. Помните, что те люди, которые располагаются в верхней части таблицы, контролируют мир. And people in the lower half are not in control of their world. А те люди, которые располагаются в нижней части, находятся под контролем окружающего. The world is in control of them more. Мир контролирует то, что с ними происходит. So this is really the question that we're asking. И это на самом деле тот вопрос, который мы задаем. So is this person in both portraits in control of their world? Первый вопрос. Насколько человек контролирует то, что происходит в его жизни? Do they express in the portrait stability? Демонстрируют ли они стабильность? Mental balance, that would be sort of mental strength. Мысленную силу? Do they appear to be balanced? Насколько они производят впечатление сбалансированным? Quite interesting because these words are translations from Russian, so it'd be quite interesting to put them back into Russian, whether they have the same meaning. Positive. Yeah, No way. I don't like them anyway, particularly these are Afghan's words. So I'm going to miss those middle. Вот эту вот строчку мы не будем переводить, потому что и по-английски, и в переводе на русский это будут скорее негативные, чем позитивные характеристики. Это неточности перевода с первого, который был с русского языка на английский. So, do they appear confident? Насколько эти люди выглядят уверенными? Now, we can also ask the reverse sort of questions. И, конечно, мы можем задать обратные вопросы. Now, the reverse would be that one of these people, or both, are not in control of their world. И обратными вопросами будут, что этот человек находится под воздействием мира. Do they show fear or fright? Видим ли мы признаки страха или испуга? Do they look absent-minded Рассеянности. or an absent look? Рассеянности или рассеянного взгляда. Do they look depressed, Есть ли проявление депрессии, confused, потерянности, don't know what to do? когда человек не знает, что он делает? Do they look extremely tight and tense? Есть ли признаки крайнего напряжения? Do they look beast-like? Напоминают ли они животное? And this can look quite attractive at first, Это то, что в первый момент может производить очень приятное впечатление. but when you see this on the portrait doubled over, you see this. Но когда вы увидите их на двойных портретах, You see it like an animal. вы увидите животное. So on one side it can look quite attractive. Хотя, когда вы смотрите на лицо в целом, оно может быть весьма привлекательным. So, are they showing their teeth? Показывают ли они вам свои зубы? Okay, so these are questions which we have to determine
from the two portraits. И это те вопросы, на которые мы должны дать ответы, глядя на оба портрета. So do we see a man who's in control of his world? Видим ли мы человека, который контролирует Does he look себя? calm Выглядит and ли он confident? уверенно? Or does he look absent-minded? Выглядит ли он рассеянно? Little bit absent-minded. This one definitely looks absent-minded. Вот это точно рассеянно выглядит. This man is not calm either. Этот человек вряд ли спокоен. Okay. This man has a lot of tension in there. В нем очень много напряжения. And this man is more absent-minded. А вот этот правый портрет скорее рассеянный. So we're going to put him in the middle column somewhere down here. Мы поместим Германа в среднюю колонку где-то вот здесь. Okay? So we're coming to some pretty good decisions now. We've decided he's left-brained. Мы пришли к выводу, что у Германа доминирует левое полушарие, The difference is probably pretty medium. что асимметрия умеренная, So we put him in column B. поэтому мы помещаем его в колонку Б. And this man is not a man exuding joy and gladness into the world. И что это не тот человек, который излучает доброту и счастье. So this is putting him down somewhere in one of these. Поэтому мы поместим его куда-то вот сюда. So the last question is like a bit of fine-tuning. Последний вопрос – это проведение точной оценки. So the fine-tuning part is a difficult one again for us to try and understand what Avtandil really wants. Уточнение показателей может представлять определенную трудность. Иногда бывает сложно понять, что же хотел сказать нам Avtandil. In English, he calls this hardness is present in the sum of the two portraits. По-английски это называется стойкость, которая присутствует на обеих портретах. I don't think hardness is not the right word in English. Не жестокость, как Maybe слово hardness означает жесткость, ригидность. Почему? Но сам Кристофер не находит это хорошим словом на английском языке. Поэтому сейчас мы попытаемся понять, что имеется в виду. We think probably the word motivated is a better word for us. Наверное, лучшим было бы слово мотивация or goal orientation. Yeah, or we focused is another good word, I think, which puts it well. Концентрация, мотивация. Or Поэтому слово probably жесткость не подойдет, правда? Я ему предложила, но он ответил. probably the inverse question is an easier one to answer here. Наверное, здесь проще задать негативные вопросы, вопросы от обратного. Does this patient look depressed? Выглядит ли этот пациент как человек в депрессии? Does this patient look despair? Состояние отчаяния, Is there apathy? апатия. Can we see abject grief in this person? Можем ли мы увидеть признаки горя у этого In человека? other words, the hands would be sort of rotated and down. Когда руки опускаются и падают вниз. So that this person would be a very
just not knowing what to do. Это растерянный человек, который не знает, что ему делать. So if we go back, so if we go back and try and answer those questions, Давайте попытаемся вернуться и ответить на эти вопросы. so do we see absolute, Видим ли мы состояние истощения, потерянности? do we see a person who's well, on the other hand, a person who's well focused and motivated? Или мы видим человека, который четко идет к своей цели, хорошо управляет вниманием и мотивирует. So I don't think we see abject despair. Ну, нельзя сказать, что здесь полная безнадежность. But this person probably is not very focused and motivated. Но вот это изображение справа, скорее всего, недостаточно внимательно. Этот человек не очень внимателен и мотивирован. So would anybody disagree there? Кто не согласен? Would you say, you wouldn't say this person is particularly focused and... But they're not abject despair. Но это не полная безнадежность. Но нельзя сказать в то же время, что он полностью центрирован на целеустремленности. So really that's probably bringing us into somewhere around there. Поэтому, скорее всего, где-то вот здесь в красно-оранжевом нижнем углу. If he was absolute despair, he'd probably be down there. Если бы была полная безнадежность, был бы последний ряд клеток. Так, второй снизу. So I'm going to move him into where I think he possibly might be. Поэтому давайте переместим Германа туда, где он мог бы быть. So that's where I'm going to put him. Вот куда я бы поместил Германа. Автоматического анализа нет? Автандил тоже так делает, что ли? Так, у него система. У Автандила есть какая-то Ну система, так как... зачем нам это? $5000, и она ваша. Он говорил об этом. $5000. Нам это не надо. Автоматический анализ, да? Это все субъективно. Ну тогда можно вставить и уйти, в принципе, все субъективно. Здесь программу За неделю обучения $5000 идет. Все ваше. У него я посмотрела, все. Господа, Но здесь он даст еще один критерий, как погрузочный. Это поезд. Нет, это идеолог. Вот это идеолог. Раньше же жена. Ножницы, да? Так, ножницы есть у кого-нибудь? Дайте, пожалуйста. Anybody got the scissors? Yes, here it comes. Here it comes. Большое вам спасибо. Кричал, где был. So what we've got here as far as the laminates are concerned, the acetates rather, is Теперь давайте немножко поговорим о пленках.
3 acetates containing all the colors. Если вы заказываете пленки, вы получаете 3 листа пленок, которые содержат квадраты разных цветов. So, first of all, there's one which has the left and the right colors. Первое, что вы делаете, это берете одну, где 2 колонки, и вырезаете одну и другую колонку. So they're all labeled as to which ones they are. Там все просто, по внешнему виду вы поймете, что мы делаем с каждой. So if I could just Герман, можно borrow вас? Chairman. Сейчас приклею. Это твои теперь. So you lie down with your head up there. Можно вас спросить, to you or to the wall? Лягте, пожалуйста, головой к стене. Okay, so I know at this stage absolutely nothing about it. Сейчас я ничего о Германии не знаю. So I'm just taking a strong muscle Я выбираю сильную мышцу and exposing some skin, и делаю доступным некоторые участки кожи. and I'm going to put the whole half of the right brain here И провожу тестирование с половиной таблицы для правого полушария. on his skin. This is the right one, so it's the blues and the greens. Сине-зеленое правое полушарие. And now I'm going to put the whole of the left brain on, the yellows and the reds. Кладу половину, которая соответствует левому полушарию. Что мы So he увидели? goes weak on the left brain. Ослабление левого полушария. So we were right on the first thing, okay? Это значит, что в своем первом предположении мы были правы. So what he's going to do is he will go weak, right, to the colour of where his brain is coming from. Что мы увидели? Что человек ослабляется, когда мы кладем на него пленку с цветами, которые соответствуют его доминирующему полушарию. So the second acetate, Желтый, красный. the second acetate contains the 4 quadrants. Вторая пленка разделена на 4 квадранта. So in one test we found his left brain. В первом тесте мы выяснили, что у Германа доминирует левое полушарие. The second test I'm going to put the yellow quadrant on. Это означает, что мы сначала положим на Германа желтый квадрант. And he's strong. Он остается сильным. And then I'm going to put the red and the orange quadrant И on. красно-оранжевый квадрат. And he goes weak. Мы все видим ослабление. Ура! So we're accurate as far as this, we know he's in here somewhere. Значит, наше второе предположение также было правильным. And the last one is we usually cut them up into the individual squares. Последняя пленка, где имеется общее, где имеются все квадранты, и которая не разделена на отдельные зоны. But Мы вырезаем каждый квадратик. we usually do them in individual ones. Обычно из этой пленки мы вырезаем каждый квадрат. And then I keep them on the laminate on this, like a set of chess. И для себя я кладу каждый квадрат на соответствующий цвет основной карты, подобно шахматам. So first of all, I'm just going to cut them into their meridians. Сначала я разделю их на 3 полоски меридианов. So the bottom one is the kidney. Нижний меридиан, нижняя полоска меридиан почки. The second one is the liver. Вторая меридиан печени. Third one is the lung. Третья меридиан легких. And not surprisingly, the middle column here is the governor vessel. И ничего удивительного в том, что средняя полоска – это управляющий сосуд.
And on the other side, on the right brain, it's the conception vessel. А с другой стороны, на стороне правого полушария сосуд зачатия. So I'm going to put him, first of all, on the three governor vessel colours. Итак, сначала управляющий сосуд. So he's Три strong квадранта to the three управляющего governor сосуда. vessels. Ослабление не произошло. So we're now going to do the lung. Теперь полоска легких. Oh. So he's not the lung. Это не легкие. So we've only got two left. У нас осталось только два меридиана. So we've got the liver Печень and the kidney. и почка. So let's go for the kidney. Давайте попробуем почку. That's the bottom one. Как самый нижний. And now we go for the liver. А теперь печень. Упс. So we've got three. Oh, we're not there. We've got three right so far. Okay. Итак, у нас есть три возможных квадрата. Печень А, Б, С. The color is absolutely fantastic. Это просто фантастически, как работает It just, цвета. you know, weakens them so easily. It's just. Смотрите, какая большая разница, как сильно они его ослабляют. Now we're going to go for position A. А теперь B. мы разрежем полосу меридиана Ребят, потише печени можно? Or C. на квадранты А, Б и С. So let's go for C first. Итак, давайте сначала возьмем квадрант С. Ничего не происходит. Where should we go? Should we go for A? Квадрат А. Ничего не происходит. So we go for B. Квадрат Б. Упс. Okay. Держи So ногу, что не держишь? you did very well. You got that one spot on. Смотрите, как чудесно и точно мы вышли на одни и те же квадраты. So when I went to Avtandal the first time, he gave me 450 portraits. Когда я первый раз приехал к Автандилу, мы анализировали 450 портретов. So I had to do 100 the first day and 100 the second and so on. Первые 100 первый день, 100 and the second day. Yeah, 100 the second day and 100 the third day and so on. Мы делали по 100 портретов в день. В первый день 100, во второй 100, в третий 100. And I was very pleased because I got about 80% right on the first day. Я был очень доволен собой, потому что в первый день 80% я определил правильно. And he said, don't worry, he said, you'll get better. Он сказал, да не переживай ты по этому поводу, ты можешь лучше. So by the end of the 5 days, he expected you to have them spot on. К концу 5-го дня я определял правильно, практически мгновенно. But of course, he made them harder. Но, конечно, с каждым днем изображения становились The всё более first day, the сложными. asymmetry was relatively easy to recognize. Первый день асимметрия просто бросалась в глаза. So it's like anything, the more you do it, the easier it becomes. Но, как с любым другим обучением, чем чаще вы что-то делаете, тем лучше у вас получается. So we've done this with Joanne by literally observation from the portraits Мы проводили подобную оценку, просто разглядывая фотографии and answering those 4 questions. и давая ответы на 4 вопроса. We've done it by the colour, Мы делали это при помощи цветов. and I'll show you also the software, if I can find it, of how to do it electronically. И я также покажу вам программное обеспечение, при помощи которого можно проводить оценку, если я найду его на своем столе. But to be honest, the colour is the most accurate way of doing it. Но если говорить честно, использование цвета – это наиболее точная диагностика. So the next sort of major question is, what does it mean? Но следующий вопрос, который возникает после всего того, что мы с вами делали, что все это значит? Because this man could be right-brained in his structure, Потому что, например, Герман может иметь преобладание правого полушария на уровне структуры, he could be right-brained in his chemistry, иметь преобладание правого полушария в химизме мозга, but left-brained in his mind. но левого полушария на уровне его сознания. And this I couldn't understand. He could weaken to mathematics one moment, and he could weaken to humming another moment.
И чего я не мог понять, так это почему человек будет демонстрировать ослабление иногда при использовании математических примеров, а иногда при мычании. So it took me a long time to actually really come to understand what this is all about. И мне потребовалось много времени, чтобы понять, что все это значит. And realizing that what we're looking at is the character of the person. И я понял, что то, на что мы смотрим, это характер человека. And that character of the person is a subconscious expression of his mind. И характер человека – это выражение его подсознания. Is he happy or is he sad? Счастлив он или печален? Is he symmetrical and in harmony? Симметричен и гармоничен? These are direct expressions of the subconscious mind. Или нет? Это прямое проявление состояния подсознания. And that subconscious mind, nobody really understands very much about it. Но дело все в том, что само подсознание плохо понимает себя самого. And it's thought to mediate, not necessarily come from, but mediate through Сознание или бессознательное? Подсознание. Subconscious. Подсознательное. so it's thought, Подсознание. Если вы не согласны с психологическим аспектом, вы можете обсудить это в перерыве. Нет, правильно. С кем? so it's thought to be expressed through what generally is called the limbic system. Подсознание – это то, что в целом проявляет себя через лимбическую систему. And the limbic system is just a collection of areas within the more reptilian brain. А лимбическая система – это набор участков мозга рептилии. There's definitely the major pathways through the limbic system all seem to go through the amygdala. И складывается впечатление, что все основные пути хода волокон лимбической системы проходят через миндалину. And the amygdala seems to act as a thermostat to regulate the amount of subconscious expression that is displaying in that person. А миндалина выполняет роль термостата, который позволяет проявиться или не проявиться подсознанию в выражении лица. So we know that the more active the amygdala, the more active the subconscious emotions. Поэтому мы знаем, что чем активнее работает миндалина, тем активнее эмоции в подсознании. This has a direct effect on the cortisol level. И это оказывает прямое влияние на уровень кортизола. So the more active the amygdala, the more active the cortisol, and vice versa. Чем выше активность миндалины, тем выше уровень кортизола и наоборот. Okay, could I just borrow you once more? Герман, можно еще раз попросить вас быть нашим адвокатом? I think Misha wants to ask a question or Миша, have a у comment вас to вопрос make. какой-то был или нет? Да, уровень загрязненности тяжелыми металлами может влиять на тестирование по цвету? Логично. Yeah, the important thing I find with patients is to do the structure first, then the chemistry, and then the emotion. Что важно, я всегда иду в одной и той же последовательности при тестировании своих пациентов. Структура, химизм и только после этого эмоции. Yeah, because toxicity or a change in the hormones will change the feelings that the person is expressing. Потому что токсичность или изменение уровня гормонов изменит те чувства, которые проявляет человек. So it's very important to have cleared up the chemistry and the structure before you really tackle the emotions. Поэтому очень важно сначала решить проблемы на уровне структуры и химии до того, как вы начинаете работать с эмоциями. Now, Предрасположенность красный, синий или зеленый человек. Could it predispose to this or that form? what, predispose them in what way? Красные, синие, Предрасполагать. зеленые люди. Люди. Еще раз формулируйте, Миша, по-русски. Фильтры. На глаза. Есть три вида колбочек, по которым мы ориентируемся
какой человек, красный, синий или зеленый. Метаболические типы You just need to use the colour. Use the colour. Используйте пленки. Colour. The only thing colour is a wavelength. That's all. Все, что представляет из себя цвет, это длина волны. And a wavelength is a frequency. А длина волны подразумевает частоту. So what you're challenging for with the colour is actually either the harmonic or the frequency or the wavelength. То, что вы тестируете с использованием пленок, это гармонические колебания с определенной частотой волны. So this is where this is his frequency that he's emanating from. Это та длина волны, которую излучает данный человек. Я поняла ваш вопрос, я потом задам его еще раз. Нет, не тестируем ли мы вот этими цветными пленками как раз красный, зеленый и синий тип человека? метаболические типы тела. То есть метаболический. Пленки же можно на Ну что глаза. он нам раньше рассказал? Поверь, я начну показать прямо, что тело режет, это абсолютно проверено уже миллион раз. Нет, это совершенно другие пленки. Спасибо, что женщины это делают. Как соответствует? Никак. На вопрос, как это соответствует с тремя типами человека, никак. Remember what I said that all life emanates a whole range of electromagnetic fields. Помните, мы говорили о том, что любой живой объект излучает электромагнитное поле. And his brain is emanating that particular colour at the moment. И That мозг wavelength. Германа излучает вот этот цвет. That's what he's doing. This is the wavelength or the harmonics that he's emanating. Это длина волны того поля, тех частот, которые излучает Герман. И сам меридиан печени в данном случае будет повышенный. Может, это функциональное изменение на алкоголизм. Он будет положительным. В смысле, больше или меньше? Энергии больше? I'm not going to say, it is the positive meridian. Это будет положительный меридиан. Крис не даст ответа, он будет больше или меньше. The liver meridian usually means that there's high acetylcholine. Активация меридиана печени обычно говорит о том, что повышен ацетилхолин. Если вы задаете вопрос, слушайте ответ. So if I test the pectoralis major sternal, Большая грудная мышца, грудинная порция. you'll see that he's weak. Видите, есть ослабление. So the meridian, the muscle meridian is involved. Это означает, что также вовлечены и мышцы, ассоциированные с меридианом. We don't know how far, I asked Arcano, how far does this field emanate? Мы не знаем, как далеко происходит излучение этого поля, какова величина этого поля. And he said, we don't know. He said, we don't know. Говорится, что мы не знаем. Because they only measure it very close to the head. Потому что когда свои измерения проводил Автандил, они проводили измерения очень близко к голове. Because as soon as they bring these measuring antennae away from the head, there's a lot of background radiation. Потому что как только они пытались поставить антенну дальше, было большое количество побочных полей. But the closer you can get it to the head, the more accurate you can do the measurements. Но чем ближе вы поставите датчик к голове, тем точнее будут ваши измерения. The people who do dowsing and muscle testing generally reckon the field could be as far as 3 or 4 meters away from a person. Но те люди, которые используют мануальное мышечное тестирование и дозирование, обычно в состоянии почувствовать поле на расстоянии 3-4 метров. This is why Вот почему. if I come up behind Misha, Если я встану сзади от Миши, Misha will know when I enter into his space. Миша почувствует, когда я вторгаюсь в его пространство.
It's because his radar system and my radar system are hitting. Это потому, что начинает взаимодействовать система моих и его радаров. This is why you always know when there's somebody come in the room. Вот почему вы всегда знаете, когда кто-то входит в вашу комнату. What's more worrying is when you look round and there isn't anybody you can see. Проблема бывает тогда, когда вы чувствуете, что кто-то вошел, поворачиваетесь, а там никого But you know нет. somebody's there. А вы знаете, что там кто-то есть. I told you some 5 or 6 years ago I went to Uzbekistan. 5-6 лет назад, как я рассказывала, я ездил в Узбекистан. And on my last night I had to stay in this flat apartment in Tashkent. И последнюю ночь мы проводили в квартире в Ташкенте. And I was frightened stiff И я был напуган до смерти, because there was somebody else in that room. потому что в этой комнате был кто-то еще. And I couldn't see them, but I knew there was somebody in there. Я точно знал, что там кто-то был, но я не мог его увидеть. And all I could see was this photograph of a man И все, что я мог увидеть, это фотография мужчины. who, it was a woman who owned the flat, and I think the husband had died there. Эта квартира принадлежала женщине, и, скорее всего, это была фотография ее умершего мужа. And he was still there. И он все еще был там. And he wasn't very happy И он был не очень счастлив. to see another man in his bedroom. Увидеть другого мужчину в его спальне. I wasn't happy to be staying there either. И мне тоже не очень понравилось проводить ночь в его спальне. So I said to Astambil, how do we get, how can we bring this energy, this field, this harmony into us? И тогда я задал Автандилу вопрос, как же мы можем, And he does it all as I teach you this afternoon by biofeedback. как же мы можем сбалансировать это поле и привести его к состоянию равновесия? Он сказал, используя биологическую обратную связь. But he said, go where there's peace and quiet. И тогда он сказал, пойди туда, где есть мир и покой. And stand by a tree or against a tree. И стань рядом с деревом или прижмись к дереву. He said, a tree will bring you harmony. И дерево наполнит тебя гармонией. Or an animal. Или животное. Because an animal doesn't have that turmoil of the left and right brain. Потому что у животных нету этого постоянной болтовни между правым и левым полушарием. So just stroking a dog or a cat or a guinea pig brings harmony to a person. И когда мы гладим наших кошек, собак, морских свинок, мы находим состояние покоя. They've shown this with repeated research that people who have animals generally have lower blood pressures. И было доказано, что те люди, у которых есть домашние животные, обычно имеют более низкие уровни артериального давления. So go for a walk in the country, touch the trees. Отправляйтесь за город, погуляйте, прикоснитесь к дереву. Some trees are more powerful than others, but just, this is one way you can bring harmony into your life. Некоторые деревья обладают большей силой, некоторые меньше, но все они могут помочь вам достигнуть состояния гармонии. What I want to just show you before we break for lunch Все, что я еще хотел бы показать вам перед обеденным перерывом, is the therapy localization points for the amygdala. это точка терапевтической локализации для миндалина. And the amygdala is, as I said, like a thermostat or amplifier of the subconscious emotions. Потому что миндалину можно сравнить с термостатом или усилителем наших эмоций. And the therapy localization point is the greater wing of the sphenoid bone. А ее точка терапевтической локализации – это большое крыло клиновидной кости. So, like all the other lobes, we're going to do one set before the other. И как мы делали до этого, мы делаем сначала с одной, потом с другой стороны. So I'm now doing the right first and then the left. Сейчас я сначала кладу палец на правое крыло, потом на левое. And he's nice and strong. Все прекрасно, ослабление не произошло. So now we do the left against Теперь the right. сначала левое, потом правое.
So this proves the point И это доказывает, that it's a left brain problem. что это проблема левого полушария. So just to finally verify that, Для того, чтобы окончательно удостовериться, we'll put the colour, the liver B, back on him. мы опять положим на Германа пленку печень, колонка Б. So remember, that's the colour that weakened him. Помните, это тот цвет, который вызывал ослабление. Okay. And then I'll cross-check that just to the one greater wing of the sphenoid on the left Теперь side. поставим палец только на левое крыло клиновидной кости. And it strengthens him straight up. И вы видите, что произошло усиление. So what all this has done is just proved that the colour and the phase portrait is a reflection of the subconscious mind. И что это доказывает? То, что цвет и то, что анализ портрета позволяет нам оценивать состояние подсознания. So it's only really when you start to treat the mind do you actually change the facial shape. И только когда вы начнете работать с подсознанием, вы можете увидеть изменения на уровне структуры. You can give the person all the chemistry, Вы можете дать этому человеку какие угодно химические препараты and you can give them all the structure, и какое угодно структурное лечение. but the problem will tend to come back Но проблема будет возвращаться и возвращаться, if you don't treat the mind. если вы не адресуетесь подсознанию. So the mind, or the subconscious mind, Или is where the problem comes подсознательному from. разуму, тому месту, где эта проблема берет начало. Okay, so I'm just going to show you the program. Сейчас я покажу вам программу. Ребят, ну тишину можно? Guardian not found. Не нашлась. Guardian. Avtandil does not sell the program, as I told you. Как я говорил, Автандил не продает программу. We are building our own program, Но мы создаем нашу собственную программу, which is more complete because it's got the meridians in it and the emotions. и она должна быть более совершенной, потому что она будет включать систему меридианов и эмоций. But Avtandil does sell you a course, Но Автандил продает курс, like I did, for 5 days and 1 or 2 follow-ups. как делал я, когда это был курс из 5 дней и еще 1 или 2 дополнительных курса. And you get a free computer with it, И вместе с этим курсом продавался компьютер, with the program on it. где была установлена программа. So that way he guarantees that you're not going to steal his ideas. И это дает гарантию того, что идеи не будут украдены. В России не крадут. Все равно крадут. Потребляет. Вопрос другой. Аппаратные ключи покупаются легко. Тогда идея вот сегодняшнего всего занятия информации – это перевести язык программы Автандила на язык прикладной физиологии. Now, he knows very little about applied kinesiology. Автандил вообще почти ничего не знает о прикладной. Being a physicist, he understood it immediately. Но как физик он сразу же понял, в чем заключается. And it makes a very good complementary system. И эти две системы прекрасно друг друга дополняют. So it works, his system and our system work very well together. Его система и наша система прекрасно дополняют друг друга. As I've just shown you, you can do it with applied kinesiology just using the colors.
Как я только что показал вам, вы можете делать это в рамках прикладной кинезиологии, используя цвета. You can do it by the observation of the pictures. Вы можете делать и получать те же результаты, рассматривая фотографии, Or you can do it with his program. либо используя его программу. So I'm just going to show you, program is in Russian, so you will understand it. Сейчас Крис покажет программу, которая на русском языке, поэтому вы сможете ее понять. So this program, first of all, when you press this icon, will take you to your pictures. Давайте мы опять возьмем фотографию Германа. Now the beautiful thing about this particular one, although it's very simple, is you just line that up with the middle of the nose. Смотрите, тут все очень просто. Мы проводим срединную линию через спинку носа. Okay. And then you hit this button. So watch carefully. Потом нажимаете вот на эту кнопочку. Is that Все quick? происходит само собой, правда быстро? So that's pretty impressive, isn't it? The speed that you can do Правда it. впечатляет скорость, с которой это можно сделать. But our program does it just as fast. Но наша программа делает это немногим медленнее. And our program will have the graphic colors behind it. И наша программа использует систему цветов на заднем фоне. So we're going to say on here which portrait is the one that he's coming from or leading from. Вот сейчас мы будем отвечать на вопрос, какой портрет больше смотрит нам в глаза, какой портрет And we all agreed it was the left one. И мы все согласились, что это левый. We said the difference between them was average. Мы сказали, что разница между портретами была умеренной, два отличия. And we said that there wasn't the expression of wisdom and calmness in both portraits. И мы сказали, что мудрость и покой мало выражены на обоих портретах. And we said probably the focus or motivational hardness was average. Мы говорили о том, что концентрация и мотивация средние. So if you watch carefully now, Вот смотрите, что произошло. see what happened. Видите, что произошло? So let's just enlarge that. So the computer comes to the same decision that I did or we did from our observation and what the color did. Компьютер пришел к такому же выводу, к какому пришли мы путем наблюдений и путем тестирования с использованием цветовых пленок. So what this is telling us is that the liver meridian emotionally is where he's coming from. То, что мы получили, это то, что меридиан печени – это тот источник эмоций, из которых существует герман. So this afternoon we want to know, what does the liver meridian mean emotionally? А после обеда у нас есть возможность узнать, что означает источник эмоций меридиан печени. And there's particular emotions associated with each meridian. И какие конкретные эмоции ассоциированы с тем или иным меридианом. So we need to learn what those are and how to treat them. Поэтому мы должны научиться распознавать их и лечить их. Okay, wow.